Манчестер Юнайтед проводит, возможно, один из самых худших сезонов в своей истории. На текущий момент клуб идет седьмым в АПЛ, что делает невозможным его участие в Лиге чемпионов следующего года. Из розыгрыша в этом сезоне они бесславно выбыли, заняв четвертое место в не самой сложной группе. Более того, из всех внутренних английских кубков команда тоже рискует вылететь, поскольку если из Кубка Лиги их разгромно вынес Ньюкасл 3-0, то в Кубке футбольной ассоциации в Факапе все еще остаются небольшие надежды, правда, более-менее призрачные, поскольку 8 января Красным Дьяволам играть ответный матч с Уотфордом, который просто взял и вынес их 3-1 в первой встрече. Это означает, что манчестерскому клубу нужна серьезная перестройка для того, чтобы времена сэра Алекса Фергюсона не остались последними успешными на долгие-долгие годы. И для того, чтобы, ну, по крайней мере, в российских соцсетях клуб перестали называть английским «Спартаком». Yeah. Yeah. Всем привет, здесь играет Ларс, и это новый, скажем так, новый формат контента, который я хотел бы вам предложить. И это перестройка клуба, да. Полноценная перестройка, и сегодня мы будем заниматься тем, чтобы... Раз. Сегодня мы займемся как раз-таки перестройкой Манчестер Юнайтед, одного из самых титулованных клубов в Англии, одного из самых известных клубов в мире, который сейчас переживает, ну, далеко не самые лучшие времена под руководством Эрика тен Хага. Впрочем, в нашей вселенной руководство Эрика тен Хага уже, как можно видеть, закончилось, и мы заступаем на его пост. Чем же мы займемся в ближайшее время? А заниматься предстоит нам вот чем. В течение ближайших 5 лет задача от руководства, по крайней мере, выглядят значительно более, наверное, адекватными, нежели чем желания болельщиков, но тем не менее. Задачей руководства на ближайшие 5 лет является хотя бы побороться за титул АПЛ и сформировать лучшую молодежную систему как в лиге, так и в стране в целом. Ну, а болельщики, естественно, хотят большего. Зрелищный атакующий футбол с развитием молодых игроков, впрочем, об этом говорило и руководство. А далее получение статуса самой авторитетной команды как в Англии, так в Европе, так и в целом мире. Ну и плюс по дороге обойти по репутации Ливерпуль, дать бой Ман-Сити, ну и так далее и тому подобное. В общем, очень все весело и замечательно, но в первую очередь нам нужно посмотреть, во-первых, на состав, во-вторых, прикинуть тактику, в-третьих, понять, кого мы точно будем продавать, от кого избавляться. Четвертое, кто нам в команду действительно нужен на текущий момент. Ну и пятое, начать, собственно, идти по сезонам и смотреть, что из этого у нас с вами получится. Давайте для начала к составу отправимся. Так, ну что ж, по своей любимой привычке я перевел всех игроков из всех команд сразу в один основной состав, для того, чтобы посмотреть, кто нам может пригодиться, кто зачем, почем и сколько. Ну и в целом, на самом деле, уже вырисовывается определенная картина, кто нам понадобится, кто не понадобится. Но сейчас мы быстренько распихаем всех по
нужным, так сказать, командам, а дальше уже начнем смотреть, какая тактика подойдет оставшейся части состава, где у нас в составе дыры и какого формата. Давайте начнем. Во-первых, естественно, кучу всякой молодежи мы сейчас распихаем по тем командам, которые им подходят по возрасту. По 17 лет включительно в команду до 18, по 20 лет включительно в команду до 21 года, если, конечно, они, ну вот, подобные игроки, не обладают нужными способностями или потенциалом для того, чтобы как минимум тренироваться с основой, как максимум пытаться себя в этой самой основе показать. И пока что у нас тут вот такая картина вырисовывается. И сразу же у нас есть первый кандидат на то, чтобы в принципе из команды отлететь. Правда, не за самые большие деньги. Он же Масны, чешский голкипер, который, в принципе, в аренду выставлен, но я бы его, на самом деле, выставил на трансфер, потому что в молодежные команды он уже по возрасту не проходит, а в основное он играть не будет. Так, едем дальше. Здесь у нас перевод в состав произошел, здесь не произошел. Здесь, да, до 18, нет, до 21 этот товарищ. Так, тут у нас сразу пачка игроков. Так, я бы на самом деле вот так сделал. Все время путаю клавиатуры, когда записываю материал, потому что да. Так, здесь у нас парочка 18-летних игроков. Это в команду до 21 года, естественно. Так, Кыш. Дальше у нас идет вот такая вот делегация. Этих мы сплавляем в команду до 18. А вот и первый кандидат, который останется у нас в основном составе. Ши Лейси, атакующий правый центральный полузащитник с достаточно высоким потенциалом. Непонятно, что он делал в юниорской команде. В целом, да, правый инсайд с хорошим пасом. Ну, точнее, даже, наверное, не инсайд, а вот именно инвертированный вингер. Переставленный крайний полузащитник. Полуфланговый крайний полузащитник, как это тут называется. Потому что он все же больше заточен именно на пасовую деятельность, нежели чем на самостоятельное завершение. Созидательный инсайд. Угу. Так мы так и запишем. О, Хаддлстон. А он тут что делает? Какой ужас. Да, кстати, отмечу еще вот что. На всякий пожарный, для того, чтобы все понимали, в какой реальности мы здесь живем. Чарли Сэвидж, кстати, не настолько уж и крут, насколько это думалось ранее. Да, в какой реальности мы здесь живем? Мы здесь живем в реальности, в которой трансферов этого сезона не было ни у кого, потому что нам нужна нормальная переработка всего состава. А со всеми реалистичными трансферами и, естественно, деньгами, которые на них были потрачены, но это как минимум невозможно. Так, это у нас до 21 уходят. Нейтан Бишоп тоже вратарь на продажу. Здесь у нас что? О, мы уже почти дошли до основных игроков. Кстати говоря, так, здесь у нас от Бьорна Харди до Марка Хурадо всю вот эту пачку мы отправляем в состав до 21 года. Так, от Элайи Харрисона до
Нет, Элайя Харрисон у нас отправляется в команду до 18. Так, Иланга, не отмечайся. Так, сложновато, конечно. Вот эти двое в команду до 21. Этан Вильямс. Ну, вроде как есть какой-то потенциал, но нет. Его я отправлю в команду до 18, пусть дозревает. Еще один вратарь с почти... Ну, точнее, даже не то, что почти. Еще один вратарь, который нам не пригодится, и тоже чешский, Матей Коварш. Его, я думаю, старожилы моего канала достаточно хорошо помнят. А если нет, то в какой-то из карьер он у нас фигурировал. По-моему, в карьере за Нюрнберг, если я не ошибаюсь. Так, еще один бывший вундеркинд, Теден Минги, которого нужно будет продать. Дальше. Дальше вот эту вот пачку от Уилла Фиша. Да господи, почему постоянно скачет вот эта вот гадость? Вот примерно до сюда мы отправляем в молодежку. Вильямс никуда не проходит, его надо будет продать. Дэниел Гор. Хороший опорник, 18-летний. И как будто бы... Ну, больше, наверное, все-таки центральный полузащитник, потому что отбор 10 это вот совсем не то, что хотелось бы видеть от опорника. Но ему 18 лет, он еще много чего сможет. Плюс ко всему он достаточно техничный и с очень приятной менталкой. То есть его можно было бы попользовать так там. Давайте дальше. Том Хиттон, еще один голкипер, который нам не нужен. Да что ж такое там? Алекс Телес тоже ненужный. Бои. Кого нам тут понапихали? Марсиаль нам даже не пригодится, мне кажется, в этом сезоне. Это при том, что он хавает 300 тысяч евро в неделю. Мам дорогая. У него, по-моему, самая большая зарплата в... Нет, есть и больше. Джейден Санчо, Казимира, Варан, Бруно Фернандес. Но они хотя бы полезные, а Марсиаль-то что делает? Непонятно. Дин Хендерсон тоже нам не надо. Донни Ван де Бек тоже не нужен. Маласия травмирован, но тоже не нужен. Пелистри тоже можно отправить куда подальше. Амад Диалlo в юниорку, точнее в молодежку, он тут не пришей кобыли хвост. Ганнибал Меджбри туда же отправляется. Иланга останется. А, нет, Иланга не останется, кстати говоря, потому что у него тоже не всего хватает для нормальной жизни, но его продать, наверное, на самом деле. Коби Майну, вот он останется. Эрик, вот и дальше остается основное ядро. Это Эриксон, Фред. Ну, как много у нас средненьких игроков, на самом деле, для команды, которая должна на что-то претендовать, у нас слишком много средненьких игроков. Эриксон, Фред, Магуайр, Линделев, Мактоминей, который в реальности сейчас является лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед с 5 мячами. Господи, какой ужас. Ван Бисака, Дало, Антони, Джейден Санчо, ну, окей, Гарначо, шикарнейший молодой парень. Вот вокруг него бы выстроить следующий Манчестер Юнайтед, но пока что, боже, какой шикарный дриблер и завершитель. Вот это инсайд. Вот это шикарный инсайт, и им, я думаю, мы будем очень даже пользоваться. Так, Гарначо, Казимиро, Варан, Люк Шоу, ломаный-переломанный, Мартинес, Бруно Фернандес, ну и Маркус Решфорд, как лидер всего этого издевательства.
В общем-то, вот такой составчик у нас вырисовывается по персоналям. Давайте смотреть, под какую схему эти персонали у нас лучше всего зайдут. И не будем забывать о том, что вот примерно отсюда мы все распродадим к чертовой бабушке. Начиная от Еланги вниз, кроме Гора и Лейси, мы распродадим всех, да. Потому что оно нам нафиг нигде не упало. Даже Хендерсон. Так. И вот я вижу первую уже проблему, то что у нас лучший вратарь, в принципе, это Хендерсон. Да. Отпустили Дехею, называется. Ладно, хорошо. И Онаны тут нет, естественно. И некоторых подписантов этого года тут тоже нет. В общем, будем сейчас разбираться, да. Пойдемте в тактические наши изыски. Ну и давайте оценим все игровые модули на тему того, чего у нас не хватает, что нужно добавить и так далее и тому подобное. Оценим чисто вот с точки зрения лучшие 11 в каждом игровом модуле с советами по ролям для тактики и, собственно говоря, с оценкой способностей и потенциала от самого крутого из доступных сотрудников, руководителя отдела по работе с молодежью Ника Кокса. В общем-то, первый модуль 4-2-2-2 с опорниками и двумя десятками выглядит, ну, не то чтобы очень хорошо, потому что в этом модуле у нас есть один достаточно хороший игрок, это Бруно Фернандес на позиции десятки. И есть, насколько я вижу, 3 дыры в составе. Это дыра в воротах, дыра в опорной зоне и дыра на месте центра форварда. Решфорд с Марсиалем не выглядят как хорошая парочка. По крайней мере, с точки зрения того, что у нас Марсиаль не дотягивает. Плюс Фреду не хватает способностей для работы в опорной зоне. Едем дальше. 4-2-3-1 с опорниками широкая. То, что нам нравится, то, что мы очень любим. В этой конфигурации у нас все так же, только один хороший Бруно Фернандеш. Нет, уже стоп, уже двое. Так, тут Решфорд не раскрывался. Хорошо. Здесь мы что имеем? Здесь мы имеем уже двух хороших игроков. Это Бруно и Решфорд. И все так же 3 дыры в составе. Поэтому, ну, пока что это чуть более предпочтительный вариант. Едем дальше. 4-3-3. Здесь у нас один хороший Решфорд. И 1, 2, 3, 4 дырки. Это мы пропускаем. У нас тогда не хватает людей на 4 позициях. В 4-4-2 у нас опять же... 4-4-2 нам не подойдет. Нет ни одного достаточно хорошего для исполнения роли игрока. Окей. 4-4-2 узкий ромб. Здесь у нас один хороший Бруно Фернандеш и 1, 2, 3 дырки в составе. В общем, стандартная практика. 5-2-1-2 с опорниками и десяткой. Тут у нас как дела? Тут у нас опять же один хороший игрок, но при этом дырок в составе аж 4 штуки. Не подходит. С двумя десятками. Здесь опять же Бруно Фернандес один. И 1, 2, 3, опять 4 дырки в составе. И Решфорд не используется, кстати говоря, лучший игрок. То есть это нам не подходит. 5-2-3 с опорниками в широкую. Здесь есть хороший Решфорд, но при всем при этом отсутствует Бруно Фернандеш.
И получается раз, два, три, опять 4 дырки в составе. Не подходит нам это. 5-2-3 с опорниками и крайними защитниками. Это вообще антиутопия какая-то. Точнее, утопия, потому что тут даже Бруно Фернандеш выглядит как кусок дерьма. А в итоге у нас получается раз, два, три, четыре, 5 дыр в составе. Это вообще неприемлемо. Так, и есть у нас 4-2-4 с опорниками в широкую. Здесь минус Бруно Фернандеш и неоптимальный Решфорд. Плюс... ну, кстати, всего 3 дырки в составе. На самом-то деле. Звучит довольно-таки неплохо. Так, и 4-3-2-1. Вот такая вот непонятная местами схема. Здесь нам придется вообще юзать Коби Майну в опорной зоне. И это вот вообще не здорово, потому что он пока не готов к старту, ему нужно развиваться. Зато у нас есть праймовый Бруно Фернандеш, нет Решфорда. И раз, два, всего 3 дырки в составе. В общем, как будто бы выглядит, что 4-2-3-1 нам на самом деле подходит лучше всего. Используются оба наших самых крутых игрока. Это Решфорд и Фернандес. Плюс, наверное, все-таки раз, два, ну, плюс всего 3 дырочки. Значит, сыграем в 4-2-3-1. И нашими основными целями на покупки в этом сезоне будут вратарь, опорник и центр-форвард. Вот что нам нужно от этой жизни. Давайте пойдем выстраивать тактику. Вот в таком модуле будем играть. Нечто вроде вертикальной тики-таки 4-2-3-1. Естественно, немножко с апдейтами относительно того, как играть нравится мне, плюс-минус. Но при всем при этом стандартный 4-2-3-1. И здесь у нас вот такие вот вещи. Во-первых, у нас на воротах будет стоять пока что временно, я надеюсь, поскольку трансферный рынок только-только открыт, и мы там можем попытаться что-то сделать. У нас будет стоять на воротах пока что Хендерсон. Центр обороны у нас составят Виктор Линделев и Рафаэль Варан. И здесь я вижу одну большую проблему. Догадайтесь с 3 раз какую, что называется. У нас нет ни одного нормального левоногого центрального защитника. То есть есть достаточно сильная левая у Варана для того, чтобы выходить с позиции левого центрального защитника. Но при всем при этом все-таки преобладает правая у него. И нам нужен достаточно серьезный центральный защитник именно с левой ногой. То есть у нас появляется дополнительная трансферная цель. Не настолько серьезная, как это могло бы быть, но тем не менее. Скажем так, 4-я по приоритету. Дальше, справа в обороне Диогу Дало, Аарон Ван Бистяка у нас будет, мне кажется, выходить с лавочки. Слева вместо ломаного-переломанного Люка Шоу я поставлю Лиссандро Мартинеса, потому что, ну, негоже издеваться над 175-сантиметровым аргентинцем, пытаясь его засунуть, противопоставить его всяким Лукакам и прочим Холландам и так далее. Это будет смерти подобно. В опорной зоне пока что сыграют Казимира и Мактомина. И, кстати, про Мактомина наши ассистенты почему-то очень сильно забыли. Правда, не сказать, чтобы он был очень уж хорош, потому что на этой позиции, в этой роли, которую я им предлагаю, лучше него даже Коби Майну справится, как видно. Ему всего 18 лет. И, в принципе, на самом деле, это было бы довольно-таки неплохо.
Атакующая четверка. Справа будет у нас Антони, слева Решфорд. Под нападающим, под единственным, естественно, Бруно Фернандеш. А вот на позицию нападающего я решил рассмотреть Алехандро Гарначо. Парень умеет, ну не то, что прям совсем умеет, но обладает всеми нужными скиллами для того, чтобы играть центр форварда. Для него это роль достаточно знакомая. Плюс ко всему, опять же, обратим внимание на скиллы. У него есть и скорость, и ускорение. У него есть техника, у него есть завершение, у него есть самообладание и импровизация. То есть, в общем и целом, все, что нужно от топового нападающего, у Гарначо в принципе есть. И на старте игры, по крайней мере, пока мы не подписали что-то действительно топовое, наверное, это лучший для нас выбор на текущий момент. Соответственно, еще раз пройдемся по дыркам в составе, которые нам нужно закрыть. В первую очередь вопрос вратарский, во вторую очередь нужен хороший опорник, в третью очередь центр-форвард и в четвертую левоногий центральный защитник. Это в зависимости от того, насколько нам хватит трансферных бюджетов, плюс средств от продажи ненужных нам игроков, коими могут стать довольно многие на самом-то деле. Но какие-то копейки мы точно поднимем. Все остальное уже будем думать относительно того, сколько у нас останется на все про все денег. Плюс не забываем о том, что к нам еще в любом случае могут прийти с предложениями уже по действующим игрокам стартового состава, а это значит, что нам нужно будет искать на рынке для них замены. Разумеется, в каких-то моментах, там, где нам сейчас нужно будет закрыть дырки, я поспрашиваю нашего спортивного директора, что нам могут предложить и что там у нас более-менее реалистично для покупки. В моментах с продажей игроков, которых я считаю основными, мы будем ориентироваться уже непосредственно на то, кто есть на рынке, кого мы могли бы приобрести. Вот такие вот дела. Единственный момент, который я не буду исправлять здесь и сейчас, по-моему, насколько я знаю, среди свободных агентов я сейчас не смогу найти Давида де Геа, хотя давайте посмотрим. Чисто вот так из интереса, кто у нас что. Так, о, Томас Мюллер есть. Так, де Геа. Я как всегда. Не та клавиатура, простите. Да, Давид де Геа, свободный агент, он в принципе мог бы, но есть одно очень большое но. Это, конечно, был бы максимально шикарный трансфер обратно. Но его я осуществлять не буду. По причине того, что это пойдет немножко вразрез с объявленной нами перестройкой Манчестер Юнайтед. Давайте смотреть, кто к нам поедет и кто от нас уедет. Следующее включение у нас по окончании товарищеских матчей. Мы посмотрим с вами первый матч сезона. Дальше к концу трансферного окна посмотрим, кто пришел, кто не пришел. И, наверное, дальше будет парочка включений, условно важные матчи, плюс что-то там еще. Да. Поехали. Ну вот и настал день первого официального матча для нашего более-менее обновленного Манчестер Юнайтед. Это выездная встреча с Фулхэмом, которую мы с вами посмотрим все вместе. По всем трансферам сейчас говорить не буду. Вы явно видите уже новые имена в составе, но по крайней мере пройдусь по тем, кто точно появился уже сейчас.
собственно, все трансферы мы с вами затронем, естественно, когда трансферное окно будет закрыто полностью. Итак, что у нас тут, скажем так, с составом? Место в рамке у нас занимает грузинский гигант Георгий Мамардашвили под 13 номером. Я его приобрел. Вот, пожалуйста, шикарнейшие скиллы у него. Высокорослый, с хорошей реакцией. Ловкость, конечно, средненькая, но все остальные скиллы, которые необходимы голкиперу, у него в большом порядке. И, в принципе, я думаю, это нам надолго хватит. Уж, по крайней мере, такого голкипера точно. Дальше. В центре обороны у нас небольшая проблемка в связи с тем, что у нас нет ярко выраженного левши на центр. Но, тем не менее, пара Линделев-Варан будет у нас основной пока что. Я все-таки надеюсь, что мы сможем Варана поставить правее и, может быть, докупить кого-то из левоногих центральных защитников. Потому что Лиссандро Мартинес, скажем так, к сожалению, все-таки до роста центрального защитника не дотягивает. Поэтому он будет слева. Справа пока что Диого Дало. В принципе, меня он более-менее устраивает. Причин его менять на что-либо еще я, если честно, не вижу. Пара опорников у нас Казимиро и еще одно наше новое подписание Мануэль Угарте. Вот это вот товарищ из Спортинга, уругваец с шикарнейшим отбором, великолепной менталкой и довольно-таки неплохой физикой. Ну, плюс-минус неплохой, конечно. В товарищеских матчах очень сильно порадовал, потому что за счет менталки вытаскивает очень серьезно и очень даже неплохо. Мне очень нравится, спасибо. На позиции десятки у нас Бруно Фернандес, или Фернандеш, кому как угодно. Единственное, что в этом матче он, скорее всего, участие не примет, потому что он только с утра, так сказать, восстановился от травмы. Естественно, что сразу в бой его бросать не годится. Также с легким повреждением у нас Антони, играющий на правом фланге, поэтому его мы также сегодня подменим. Слева, разумеется, больше некому Маркус Решфорд. И на острие атаки мы тоже продолжаем активно искать центр форварда. Кандидатуры есть, осталось только с бюджетом определиться. Пока что центр форварда будет играть воспитанник наш Алехандро Гарначо. И в целом, на самом деле, я бы его и оставил центр форвардом, потому что пока что это самый талантливый воспитанник Манчестер Юнайтед, который у нас есть. Следующий за ним, по-моему, Коби Майну, если мне память не изменяет. И потерять развитие Гарначо мне бы, если честно, не хотелось. Поэтому, возможно, я даже не буду центр форварда подписывать. Не знаю, посмотрим. В любом случае, Гарначо пока начнет чемпионат в качестве центр-форварда, естественно, тогда, когда у него будет эта возможность относительно усталости и всего прочего. Что мы имеем из изменений на сегодняшний матч? На сегодняшний матч из изменений у нас будет, во-первых, поле покинет Бруно Фернандеш, его мы заменим на кого мы возьмем вместо него. Есть Эриксон, есть Санчо, есть Ван де Бек, и если совсем углубляться вниз, Мактоминой, Майну, Гор и Лейси. Но на позиции центрального атакующего полузащитника лучше всего себя проявил в товарищеских матчах, по крайней мере, Донни Ван де Бек. Хотя, ну, в принципе, да, с его оценкой ему, в принципе, туда и дорога. Ван де Бек выйдет в основе. И справа вместо Антони, вот здесь уже немножко проблематично, потому что нам нужен левша. Есть Пелистри, Санчо, также Фернандеш может сыграть Эланга и Лейси. Давайте посмотрим, кто из них является... Ой, так, вот этого делать, наверное, не надо.
кто из них является левшой. Пелистрия правша. Санчо правша, по-моему, тоже, да. Фернандеша мы не рассматриваем, ему отдыхать надо. Эланга правша, по-моему, тоже, да. И молодой воспитанник 16-летний Шилейси с левой ногой. Ну, получается так, получается в первом матче, в первом официальном матче нашего обновленного Юнайтед у нас дебютирует 16-летний воспитанник команды. По-моему, самое время для дебюта, да, разумеется. Вот, таким составом мы выйдем на Фулхэм и давайте, собственно, на поле отправляться. А вот и стартовые составы играющих команд. Собственно, поехали. У Фулхэма 4-3-3 более-менее стандартные. В воротах Бернт Лено, пара центральных защитников Рима Дарабиойо. Справа ТТ, слева Робинсон, в опорной Саша Лукич, в центре Керни и Рид. Справа в атаке Харри Уилсон, слева Декордова Рид и на острие наш самый любимый Александр Митрович. На лавке Марку Силва, главный тренер. Ну что ж, поехали. Дебют Угарте в основном составе, дебют Мамардашвили. Впервые Мартинес играет слева вроде бы. Справа в атаке Лейси, под нападающим Ван де Бек, нападающий Гарначо. В общем, Ман Юнайтед уже довольно-таки серьезно поменялся. И давайте же, собственно, на этот обновленный Юнайтед посмотрим. Единственное, что я переключусь с комментариев на опасные моменты, потому что я на комментариях смотрел товарищеские матчи. Так, ну и это первый розыгрыш, и там, мне кажется, ничего особенного не должно произойти, хотя наша команда показывала интересные результаты. Лейси подача на Решфорда, ничем интересным не закончилась, и Линделёв спокойно подбирает мяч после выноса. Окей. Так, ну и начало матча за нами. Нет, за Фулхэмом. Первые удары в створы довольно опасные. Нанесли хозяева поля. При том, что у нас 74%, 75% владения, а к чужим воротам мы так еще ни разу и не подобрались. Дало на своей половине вбрасывает на Линделёфа. Казимиро с мячом. Назад на Варана. Угарте получает мяч. И через левый фланг пойдет атака. Решфорд назад на Мартинеса. И Варан снова с мячом. Угарте катают мяч между собой. Аккуратно продвигаясь все дальше и дальше в глубину поля. Решфорд хорошо убежал. Назад Ван де Бек развернулся, упал и пенальти не будет. Дало подбирает. Вход в штрафную. Удар и Диогу Дало забивает первый мяч Манчестер Юнайтед в этом сезоне. 1-0. Выходим вперед благодаря довольно-таки интересному удару. Но здесь Рим вроде бы без нарушения отобрал мяч. Ну, как Дало умудрился ударить так, чтобы Лено не достал, при том, что удар шел неровно в угол. Ну да ладно. 1-0. Вперед мы вышли. Теперь надо это преимущество развивать. Особенно с учетом того, что владение мячом в основном у нас. Из этого надо какие-то дивиденды уже вытаскивать. Лейси на правом фланге принимает мяч после выноса Линделёфа. Опасается идти вперед. Казимиро на Ван де Бека. По краю штрафной тот идет. Подача. Решфорд 2-0. В касание слета Решфорд забивает мяч после передачи Ван де Бека. И в принципе, да, 21 минута, а матч уже потихонечку движется к завершению, можно сказать. Да, 4-2-3-1 очень даже подходят Юнайтед. И с той тактикой, которая есть.
Так, штрафной будет исполнять Ван де Бек. Ох, какой розыгрыш! И как Лиссандро Мартинес сейчас не попал в ворота. Лейси идеальную передачу выкатил. И даже жалко, что там был не кто-то из профильных атакующих игроков. Допустим, тот же Гарначо, мне кажется, загнал бы этот мяч куда надо. Вот Лиссандро Мартинес не ожидал, что ему такой подарок прилетит. Теперь надо отобороняться. Ага. Рид закинул мяч. И, возможно, это будет офсайд. ВАР сейчас посмотрит. Офсайд был, да. Ну, на тоненького решения, на самом деле, потому что... да. В офсайде он был, и, естественно, поэтому опередил Мамардашвили. Окей. Пока что не страшно. Давайте смотреть дальше. Решфорд. Хороший вынос. Там того же самого Рида снесли практически в штрафной, но пока что в рамках правил. Адарабиою назад. И катают между собой мяч защитники Фулхэма, ожидая возможности пролезть вперед, но между линией у нас никто не открывается. Пока что. Слава богу. И все своих игроков держат. Решфорд хорошо перехватил. Ван де Бек на Казимиру. Моментально разворачивается атака. И Лейси чуть было не забил свой дебютный гол. Правда, об защитника Фулхэма. И затем об штангу. Буквально в касании все обыгрались. И получилось очень красиво. Но при этом... еще бы эффективности добавить было бы совсем замечательно. Первый тайм на Крейвен Коттедж завершается. 2-0 счет в нашу пользу. Давайте в раздевалку замотивируем, собственно, наш Юнайтед. И посмотрим, что с оценками и всем прочим. Агрессивно настроены Казимиру и Угарте. Как бы там карточек не похватали. В принципе, карточек пока особо никто не нахватал. По физике у всех все в порядке. По оценкам у всех все в порядке. Даже Лейси очень хорошо себя чувствует в этом матче. Поэтому продолжаем пока тем же составом. Вносить изменения в... тактику я пока не планирую, но, естественно, со временем, где-то примерно ближе к концу таймов и всего прочего, уже будем потихонечку думать на эту тему, потому что вот у нас уже Казимира начинает проседать по физике малость. Дало на правом фланге, подключает Лейси. Лейси забрался глубоко и отправил мяч налево на Мартинеса. Решфорд, хорошо. Ну давай. Прострел. И Ван де Бек с передачи Гарначо делает счет 3-0. Все, в принципе, этот матч окончен. Гарначо, в принципе, мог бы и сам завершать. Он там практически в пустом углу с мячом один стоял. Вот сейчас можно будет на повторе это заметить. Но, правда, по-моему, ему там мешали. Ну, передача это скорее мяч от Гарначо отскочил в момент борьбы с защитником. Окей, будем считать, что это все равно голевая передача. Казимиро тащит мяч вперед сам. Может и пробьет. И пробил. И угловой нам обеспечил. А что с угловым будем делать? Лейси на подачу углового. Вот это интересно. Подачу совершил, никуда это не пришло. Решфорд с мячом. Назад на Линделёфа. Дало. Ван де Бек. Снова дало. Прострел! Сильновато. Гарначо не успевал. А может быть просто того самого инстинкта убийцы у Алехандро пока еще не хватает. Для того, чтобы понимать, что в подобных ситуациях может быть прострел. Ван де Бек выводит Гарначо практически 1 на 1, и Лено тащит. На исходе часа мы прям очень хорошо засели на ворота Фулхэма. Варан! Попытка
Переправить мяч, поданный Лейси с углового, не увенчалось успехом, и эпизод заигран. Эпизод заигран, продолжаем. В принципе, что мы можем сейчас сделать? Ну, работает не трогай, старое доброе правило. Я бы его на самом деле придержался по причине того, что... Хотя нет, стоп. Казимира у нас уже выдохся, поэтому давайте нашего пенсионера заменим. Вместо него могут выйти Эриксон и Фред, но, естественно, не Эриксон, потому что Эриксон у нас атакующего формата игрок. Вот Фред здесь будет неплох. Фред с Угарте тоже очень даже неплохо смотрелись на предсезонке. И поэтому, собственно, Фред и выйдет. Да. Фред вышел и... Ага, и Решфорд там подхватил, мне кажется, по ногам от кого-то. Угарте подустал. Ну, в целом, подустали все, на самом деле. Но 10 минут до конца, и рейтинга вышедшим на замену это не даст. Только в случае, если они там гол устроят или что-то еще. Но что-то признаков феерии как-то не наблюдается. Угарте налево на Решфорда. Решфорд обыграл на месте двоих. Мартинес дальше на левом фланге. Ошибается Мартинес. Надо резко возвращаться в оборону. Вот здесь можно было Угарте, наверное, и получше себя повести в отборе. Мартинес прессингует. Решфорд. Вот чуть-чуть постоянно не хватает. И Мамардашвили прям в упор берет удар. Лейси хорошо. Главное вовремя. И без нарушения правил на углу штрафной забирает мяч. Выходим из-под прессинга, и момент заигран. Не до конца, правда, но заигран. Очередной момент. Андреас. Подача в нашу штрафную. И Митрович все-таки перевисел Варана, да? Проверка ВАР. Проверка ВАР на офсайд. И что у нас тут будет? Да, гол засчитан. К сожалению, все-таки Митрович... Кого он перевисел? Кого? Варана он перевисел, да? Да. Варана он перевисел, и в нижний угол Мамардашвили прошил. Жалко, не получилось у грузинского кипера первый матч на 0 отстоять. Но я думаю, перед своими болельщиками на Олд Траффорде потом он исправится. А тут у нас за 4 минуты до конца еще один опасный момент намечается. И он снова с владения Фулхэма. Дало. Перехватил. Ван де Бек. Лейси. Снова Ван де Бек. На грани потери мяча оба играют. И в итоге потеряли. Линделев. Хороший перехват. Варан не спешит. Мартинес. Решфорд. У него на спине двое висят. Да, все правильно, без резких движений. Варан. На Линделёфа перевести, да. И направо Дало. Здесь Лейси сейчас откроется. Дало идет сам. Дало идет сам, входит в штрафную, простреливает, и Гарначо попадает в штангу, а Лейси забивает свой дебютный гол. Это его дебютный матч в основе Манчестер Юнайтед. И в итоге на 88-й минуте 93-й номер таки отличается. После того, как Ван де Бека в штрафной снесли, Лейси все-таки с левой ноги, той самой нужной, укладывает мяч в ворота Фулхэма. Еще штрафной. Решфорд на подаче. Подбор не за нами. Сорвать бы контратаку. За Кавалейро кто-то там бежал, непонятно кто и непонятно как. Но Мамардашвили отвел угрозу. Все хорошо у нас. Единственное, только угловой бы еще пережить, и тогда все совсем будет замечательно. Подача! А зону подбора не держал никто. Кавалейро все-таки забивает. Счет 4-2. Но винить Мамардашвили в обоих этих пропущенных мячах, ну, такое. Подбор не держал никто. Вот просто все столпились на линии вратарской. Кавалейро стоял в гордом одиночестве.
к сожалению. И вот еще один момент. Но здесь Мамардашвили спокойно забирает мяч. Все хорошо. Варан. Быстрее бы раскатить, на самом деле, Мартинес. Убегает по левому флангу. Решфорд его поддержал после потери мяча. Фред. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что придумает Фред? Фред уйдет. Лейси подобрал. Снова Фред. Передача. Решфорд должен был завершать сейчас. Ну и так сойдет. Бернт Лено забирает мяч сквозь сетку, если вдруг кто не заметил. И на этом матч заканчивается. Счет 4-2. В принципе, давайте посмотрим. Раз, два, три. Ну, скорее 3-1 должно было быть, чем 4-2. Но как будто бы этому результату мы тоже можем спокойно порадоваться. Поздравляю вас всех с победным дебютом Манчестер Юнайтед в этом сезоне. И встретимся с вами в следующий раз уже по окончании трансферного окна, когда подведем итоги, кто ушел, кто пришел и тому подобное. Итак, трансферное окно в АПЛ у нас закрылось буквально минуту назад, можно сказать. Оно меня немножечко разочаровало по причине того, что ну, как будто бы стоило одному из клубов пошевелиться побыстрее с документами о продаже нам игрока. Но, тем не менее, у нас есть на что посмотреть. И это самое есть на что посмотреть, я вашему вниманию предложу буквально прямо сейчас. Начнем с игроков, которые команду, разумеется, покинули. Вот как это все дело выглядит. За 8,5 миллионов евро я умудрился всучить Наполи Матео Коваржа, голкипера без особого будущего. Чех, 23 года, но при этом до уровня самого знаменитого чешского голкипера он, мне кажется, не дорастет никогда. За 18 миллионов евро в Галатасарай уехал Алекс Телес, или Телеш, левый защитник, итальянско-бразильский, у которого есть определенные проблемы с опекой. Ну и в принципе, так, вот так сделаем. В той парадигме, которую мы исповедуем, не то чтобы он нам был очень сильно нужен. Слева у нас есть кому играть. Даже несмотря на то, что там у нас играет не совсем профильный человек. Но об этом попозже. Ну и продажа, которую я не то чтобы очень сильно лоббировал, но тем не менее, за 32 миллиона евро в Челси был продан Кристиан Эриксон, который у нас бы, мне кажется, протирал штаны и сидел на лавке. Маурисио Почеттино, который здесь является главным тренером Челси, да он и в принципе в реальной жизни, по-моему, до сих пор еще главный тренер Челси. В общем, неважно. Да, собственно, Эриксон уехал за 32 миллиона, он бы у нас протирал штаны, и вместо него мы уже кое-кого взяли. Этому товарищу уже 31 год, мы взяли молодую десятку, которая нам очень даже сильно пригодится. Ну, может быть, не полностью в этом сезоне она нам пригодится, но более или менее. Эриксон, конечно, мог бы рассчитывать на какие-то матчи с лавки, может быть, где-то даже местами в стартовом составе, но единственный пока что матч в премьер-лиге, который он провел за Челси, закончился для него рейтингом 6,2. Может быть, кстати, не так уж мы и неправильно сделали, что продали его. А вот теперь о тех, кто команду пополнил и, собственно говоря, немножечко поподробнее. За 62 миллиона евро, собственно, наш первый трансфер, мы должны были затыкать дыры, мы их затыкать и начали. Повторюсь, за 62 миллиона евро был приобретен Георгий Мамардашвили,
грузинский вратарь под 2 метра ростом, с отличной реакцией, умеющий играть в штрафной, хорошо взаимодействующий с защитниками, достаточно высоко прыгающий. Правда, все остальные характеристики ему нужно подтягивать, ему еще чуть-чуть нужно подтянуть выбивание, склонность к игре на выходах, 1 на 1, ну, короче, кучу всяких мелочей ему еще нужно подтянуть, но тем не менее, в принципе, довольно неплохое подписание. 3 игры в старте, пока ни одного сухого матча у него не получилось, но при этом пропустил он всего 4 мяча, то есть где-то примерно 1.33 за матч. Это не сказать, чтобы сильно плохо. Средняя оценка 6.97. Единственное, конечно, не самое лучшее, что у него могло бы быть, так это боязнь ключевых матчей. И, возможно, это нам местами аукнется, но я надеюсь не настолько, насколько это могло бы быть. Следующая дырка, которую нам нужно было заткнуть, это опорный полузащитник. И из Спортинга за 55 миллионов мы выписали вот такого Мануэля Угарте. Насколько я знаю, он сейчас, по-моему, в ПСЖ в реальной жизни играет, но неважно. Мы подписали Угарте, он у нас на позиции опорника 3 матча в старте уже провел, отметился голевой передачей, средняя оценка 7, шикарное приобретение, никаких вопросов у меня к нему особых нет, тем более посмотрите на его менталку, это зверь, это просто дикий зверь, который АПЛ разнесет. Я отвечаю. 22 года, он все еще может где-то подтянуться. И в общем и целом, на самом-то деле, довольно-таки неплохо. Очень даже неплохо. Единственный трансфер, с которым у нас не сложилось, это нападающий, поскольку очень долго копились деньги на... Теперь уже можно сказать, на Виктора Симхена, но... Пока они накопились, он переподписал контракт с Наполи, оттуда ушел пункт о 100 миллионах евро в качестве отступных, поэтому другие кандидатуры как-то рассматривать особо не хотелось, тем более, что сезон мы уже начали, и человек, играющий у нас на позиции центр-форварда, меня, в принципе, вполне себе устраивает. Собственно, буквально за пару дней до закрытия трансферного окна мы разобрались с последней нашей задачей. Центральный защитник с левой ногой. И это, добро пожаловать в команду, Пау Торрес, 1,91 м. Опека, отбор по 16, игра головой 16, выбор позиции 16, высота прыжка 16, сила 16. Этот человек просто наклепает нам голов на... Я не знаю сколько со стандартов. Просто подставь голову, просто навесь в Пау Торреса. Я очень надеюсь на то, что он нам своей игрой довольно много очков принесет. Должен, по крайней мере. А вот теперь не самые очевидные подписания. Уехал Кристиан Эриксен, добро пожаловать в команду Арда Гюлер. 18-летний турецкий Месси, как его называют. Собственно, из-за того, что мы начали игру с базой данных «Свой мир» с 3 июля и, по-моему, или с 6 июля мы начали. Да, и все трансферы, которые произошли позже этой даты, уже не считаются. Собственно, именно по этой причине Арда Гюлер у нас обосновался в Фенербахче. И оттуда его за 19 миллионов после продажи Кристиана Эриксена мы свистнули. Пока на поле он в составе нашей команды тоже до сих пор не выходил. Но, тем не менее, его еще можно попользовать. Просто потому, что вдобавок в Англии есть очень прекрасное правило, что игроков до 21 года можно не регистрировать. Соответственно, Арда Гюлер может абсолютно спокойно находиться у нас на лавке и время от времени выходить не только под нападающим, но и справа в атаке, поскольку у него довольно неплохая левая нога. Даже не то, что довольно неплохая, а очень хорошая левая нога.
Соскучились по мне? А это Хамес Родригес. Да, тот самый колумбийский Хамес Родригес. Ему всего 32 года на самом деле. То есть, ну, далеко не самый старый. Да, возможно, у него могут быть проблемы с травматичностью. Но, во-первых, взгляните на его технику, во-вторых, взгляните на его менталку, в-третьих, взгляните на то, что он умеет играть на всех позициях в атаке. Правда, слева я бы его не использовал, у него все-таки левая же нога. Ну, правда, вингером он может быть, но тем не менее. И еще взгляните на то, что мы его забрали за бесплатно. Он был свободным агентом. И даже если он за нас не особо много сыграет, то в любом случае в дальнейшем кому-нибудь впарить его за 5-6 миллионов, может быть даже за 7-10, если вдруг он какие-то минуты получит и какой-то результат нам сможет принести, почему бы и нет. Тем более, что молодых игроков у нас очень и очень много, а опыт нам тоже не помешал бы. А вот за что я обижен на трансферное окно и на Реал Вальядолид в частности, так это на трансфер вот этого молодого человека. Ивану Фреснеди 18 лет, он очень крутой правый защитник уже на текущий момент, а будет еще лучше. И в какой-то момент за ним приходил Ньюкасл. И, собственно, его в Ньюкасл не продали. Он был этим недоволен. Он до сих пор этим недоволен. Видите, разочарован, что не перешел в Ньюкасл. Поэтому он был выставлен на трансфер по собственной просьбе. И выставлен на трансфер за смешные 20 миллионов евро. Эти самые 20 миллионов евро у меня есть. У меня они были, и есть, и остаются. Собственно, это последний остаток того, что у нас от трансферного бюджета. Но есть одна проблема. Подал я документы, согласовал уже контракт, все вроде бы замечательно, но, судя по всему, Реал Вальядолид до последнего тянул с бумажками, и в итоге трансфер Ивана Фреснеды был сорван. Именно поэтому он до сих пор будет защищать, по крайней мере до зимы, точно он будет защищать цвета Реала Вальядолид. Вот такие вот дела. Ну и теперь давайте познакомимся полностью со стартовым составом Манчестер Юнайтед на, по крайней мере, первую половину сезона Премьер-лиги. Кто у нас будет играть и на какой позиции, и есть ли у этих товарищей дублеры. В воротах под 13 номером Георгий Мамардашвили, дублер Дин Хендерсон. В центре обороны Рафаэль Варан 19, его дублером я рассматриваю Виктора Линделёфа. В паре с ним Пау Торрес. Пока номер свой он еще не взял, но я думаю, это дело времени. Вот у него на самом деле с дублером похуже, потому что еще одного левши у нас нет. Но если что, туда сместится Варан. Соответственно, Линделёф выйдет на позицию правого центрального. Справа в обороне Дьогу Дало, соответственно, его основной дублер Аарон Ван Бисака, в принципе, нормально, сойдет для сельской местности. Слева у нас будет исполнять Лисандро Мартинес, изначально центральный защитник, но тут уж как бы, извините, не с его ростом. Соответственно, его дублер Люк Шоу. Все в порядке. Дальше в опорной зоне 18-й Казимиро и 7-й Угарте. Дублерами будут являться, соответственно, Коби Майну, Скотт Мактоминой, Фред. В общем, есть нормальные, скажем так, игроки на эти позиции. И атакующая тройка. Справа в атаке Антони, и его дублером будет являться, кстати, у него дублеров несколько и все молодые. Это может быть Арда Гюлер, кстати, там может выйти Хамес Родригес, Ши Лейси выходил вместо него, так что вот, 3 человека на эту позицию у нас плюс-минус есть.
Слева в атаке Маркус Решфорд, у него более серьезные дублеры, это Джейден Санчо, например. Тот же Гарначо может выйти слева в атаке. Можно рассмотреть Марсиаля туда же, Пелистри. Ну, собственно, да. Народу хватает. Десятку исполняет Бруно Фернандеш. Его основной, скажем так, дублер — это Донни Ван де Бек, который пока выбыл с травмой. Но при всем при этом у нас есть Хамес Родригес, для кого позиция в десятке достаточно натуральная. Дэниел Гор, тоже из молодых талантливых. Коби Майну также может там же сыграть. Арда Гюлер все тот же. Шилейси опять же может туда выйти. Так что в целом все вполне неплохо. И основным центрфорвардом на первую половину сезона все-таки у нас будет Алехандро Гарначо, которого можно будет подменить с помощью Марсиаля, Эланги, Пелистри. И, в принципе, тоже народу хватает. Вот такой вот у нас стартовый состав. Что касается текущего положения дел, после 3 туров в ВПЛ у нас 7 очков, 2 победы, 1 ничья. Победы были одержаны, собственно, в стартовом туре над Фулхэмом, это вы видели в предыдущей части видео. Дальше был повержен Ливерпуль 2-1, довольно тяжелый матч был все же. И после этого очень такая всратенькая ничейка с Брентфордом случилась. В концовке матча Брайан Мбeuмо положил в касание из штрафной просто невероятный гол, которому помешать было довольно сложно. Также прошли жеребьевки Кубка Карабао и Лиги Чемпионов. В Кубке Карабао мы встретимся в 3-м раунде с Миддлсбро. В принципе, могло быть и хуже, могло быть и лучше, но есть как есть. На этот турнир руководству по барабану. FA Cup. Турнир стартует через 2 недели. Мы начнем только с 3-го раунда 6 января. То есть к этому моменту уже будет понятно, чего мы достигнем в этом сезоне. Ну и, собственно говоря, в Лиге Чемпионов нам досталась группа H, в которой составчик, ну, прям скажем, нам нужно выходить из этой группы с 1-го места, потому что здесь Бенфика, Унион Берлин и Копенгаген. То есть, как бы, да. Ожидания на сезон. Ожидания на сезон в премьер-лиге квалифицироваться через АПЛ в Лигу Европы, соответственно, 5-6 место, где-то так, наверное. Но мы все-таки постараемся зацепиться как минимум за Лигу Чемпионов, как максимум навязать борьбу за титул. В Лиге Чемпионов выйти в 1/8 финала, ну, из такой группы не выйти, в принципе, было бы стыдно. Привет Эрику Тен Хагу. В Кубке Карабао, как я уже сказал, руководству по барабану, что будет происходить. Ну и факап. Четвертьфинал, но до него еще жить и жить. В общем-то, поехали. Следующее включение, я думаю, будет у нас, наверное, в середине сезона, перед открытием зимнего трансферного окна. Может быть, чуть пораньше. Итак, на дворе 1 января, полсезона позади, и что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем то, что, собственно, в таблице лиги мы находимся на первой строчке. После 20 матчей нами сыгранных 17 побед, 3 ничьи, 54 очка и отрыв от ближайшего преследователя в виде Ман-Сити. Ну, сейчас пока 9 очков, но учитывая то, что у Ман-Сити тур в запасе, будем считать, что 6. Поэтому нам нужно еще 16 побед пока что, чтобы обеспечить себе чемпионство. Ничейные матчи у нас случились, ну, прямо скажем, очень не к месту, очень не вовремя. И с очень такими соперниками, которых надо было бы, наверное, обыгрывать все же. Потому что вот, пожалуйста, Ноттингем Форест, Бернли и Брентфорд. Ну, как будто бы
что тех, что других, что третьих мы должны были обыгрывать, особенно Ноттингем Форест, причем еще и дома. Ну да ладно. Что у нас в остальных турнирах? В остальных турнирах без проблем прошли группу Лиги Чемпионов, вышли в 1/8 финала, будем играть там против Галатасарая. В Премьер-лиге и так уже плюс-минус понятно. В FA Cup, в Кубке Ассоциации, стартуем буквально через несколько дней матчем против Бирмингема. Третий раунд, по-моему, там 1/64, если я ничего не напутал. И в Кубке Карабао прошлись уже до полуфинала. Будем играть там против Челси. Тоже в этом месяце это у нас будет. Давайте посмотрим, что у нас в лиге происходит на текущий момент. Да. Давайте в расширенную статистику. Обзор по команде. Очков за матч в среднем набираем. Ну, тут понятно, 2,7 лучшие. Лучшая атака лиги, причем с огромным отрывом, 64 гола в 20 матчах. У Ман-Сити даже Эрлинг Холланд не особо тут взлетает. Всего 39 мячей забито. У Ливерпуля 40, у Арсенала 40. Внезапно второе место у Астон Виллы с 43 голами. Внезапно. Больше всего ударов по чужим воротам нанесли 376, у ближайшего преследователя Тоттенхэма 280. Ударов соперника. Здесь мы на 4-м месте, 150 ударов по своим воротам позволили нанести. У Ман-Сити чуть поменьше, 120, но ничего. Это мы еще разберем. Лучшая точность передач, ну, понятно, стерильное владение Ман-Сити 91%, мы тут не взлетим никогда. Лучшее владение 64% тоже у Ман-Сити. Опять же, нам до этого лететь и лететь. Мы и со своим 56 неплохо справляемся. По отборам больше всего отбирает Эвертон, у нас даже в первой восьмерке нет. По обводкам 401 обводка у игроков нашей команды. На втором месте Ман-Сити. Сухарей больше всего у Ман-Сити. 10 таковых матчей они провели. У нас всего 9. Ну и меньше всего пропустили Ман-Сити. Но мы тоже где-то рядом. У них 13 пропущенных. У нас 16 в 20 матчах. И это очень даже неплохо, мягко говоря. Что касается обзора по игрокам, самые базовые вещи, о боже мой, а почему обзор по игрокам такой адовый здесь сделан в этом скине? По команде он как-то немножко получше. В любом случае, по средней оценке в топ-10 раз, два, три, четыре, пять, шесть, аж 7 наших игроков. Донни Ван де Бек, Бруно Фернандеш, Мануэль Угарте, Пау Торрес, Алехандро Гарначо, Маркус Решфорд и Люк Шоу. Впечатляет, конечно, очень даже это все мероприятие. В топе бомбардиров на первом месте пока идет Оли Уоткинс с 13 мячами. Его активно догоняют Дарвин Нуньес и Алехандро Гарначо по 12 мячей у каждого. Но если Гарначо забивает более-менее стабильно, то Дарвин Нуньес его прорвало в матче с Лутоном. Буквально недавнем он покер сделал, 4 мяча отгрузил. Как-то так. По ожидаемым голам лучший Алехандро Гарначо, но у него сочетание забитого и ожидаемого прям вот превосходно. На 12 настрелял, собственно, эти самые 12 он и реализовал. По наградам игроку матча наших в топе я пока не вижу, а пролистывать не хочется. По голевым передачам абсолютный лидер Бруно Фернандеш, 10 голевых передач отдал, все в порядке. Обводки это не к нам, преодоленное расстояние на игрока это не к нам. Процент спасений один из самых, скажем так, надежных вратарей АПЛ Георгий Мамардашвили, 80%, лучше него только Эдерсон 83%, непонятно почему у Бернда Лено четкое второе место, несмотря на то, что у него те же 80%. Ну да ладно.
Точность навесов, понятно. Выигранных верховых мячей. Внезапный сюрприз у Лиссандро Мартинеса, 5-я строчка, 81%. Это при том, что с его ростом за верхушку бороться особо не получится. С другой стороны, он у нас играет на фланге. А фланговые игроки высоким ростом и прыгучестью особо не отличаются. Ну, в общем, вот эту всю статистику детально мы посмотрим уже в самом конце сезона, когда будет понятно, чего и где мы достигли. А теперь давайте к составу перейдем и быстренько пробежимся по основным персоналиям, что, как, зачем и почему, плюс возможные трансферы, не трансферы. Поехали. Лучшим игроком нашего текущего состава, ну, 5 звезд способностей плюс потенциала, считается Бруно Фернандеш. С него мы, пожалуй, и начнем наше представление. 22 матча в старте, 13 плюс 10, средняя оценка 7,52. Шикарнейший атакующий полузащитник, вопросов нет никаких к нему. Единственное, что ему уже 29 лет, и нам бы надо потихонечку подбирать ему ближайшую замену. Буквально там через годик, через два, особенно с учетом того, что контракт у него заканчивается как раз через 2 года. И не факт, что мы его будем продлевать, хотя все возможно. Дальше. Фред, запасной опорник, 7 матчей в старте, 3 выхода на замену, обошелся без голевых действий, хотя должен был ими заняться, по крайней мере на 3 гола наиграл, 3 ассиста, это ладно. 6,95 средняя оценка. Контракт истекает через полгода. Товарищ 30 лет. В состав он проходит, ну, довольно часто, но все равно по праздникам. Стоит 11,5 миллионов. Единственное, что я ему давал обещание, что за тренировки он команду в этом сезоне не покинет. Так что, скорее всего, на трансфер я его выставлять сейчас не буду. Ну и продлевать с ним контракт, ну, такое, конечно. Тем более у него зарплата больше, чем у Угарте. Дальше. Алехандро Гарначо. Прорыв сезона, открытие сезона. Один из лучших молодых игроков вообще в этой вселенной. Более того, он получил награду Golden Boy в этом году. Сейчас я вам покажу. Да. 2023 год. Победитель Golden Boy. Все превосходно просто. Более того, он начал выходить в основе сборной Аргентины. И как будто бы у парня карьера начинает расти и прирастать, при том, что изначально он левый атакующий футболист, он у нас выходит исключительно центр-форвардом. И, по сути дела, дело он свое прекрасно знает. 27 матчей в старте, 1 выход на замену, 12 плюс 6. Реализацию можно бы, кстати, и подтянуть, потому что в Лиге Чемпионов он уже на 2 гола наиграл, но еще ни одного не забил. Средняя оценка 7,2. Это 100% тот человек, который будет лидером Ман Юнайтед на очень-очень долгие годы. При том, что ему всего 19 лет. Соответственно, в следующем сезоне, исходя из принципа того, что самый талантливый юниор должен в любом случае быть на поле, скорее всего, мы также проведем следующий сезон без центр-форварда ярко выраженного, просто потому что, ну а зачем? Вот у нас такой Гарначо есть. Нам, в принципе, хватит. Дальше, Дэниел Гор. Тоже потенциально крутой центральный либо опорный полузащитник, но пока что в этом сезоне он себя не проявлял. 1 раз вышел в старте на среднюю оценку 6,6. Ну, в принципе, опять же, парню 19 лет, но с другой стороны, через пару сезонов у него уже будет так подходить критическая масса. И его надо будет, скорее всего, продавать, потому что это вам не Гарначо. Тем более на этих позициях у нас народу хватает. И Егор далеко не самый талантливый из тех, кто к нам может попасть.
Дальше. Дин Хендерсон, запасной вратарь, в этом сезоне не играл. Контракт заканчивается еще через год, но я бы его уже потихонечку продал, просто потому что, ну, 20 миллионов лишними не будут, если вдруг у кого-то они найдутся. А за 20 миллионов мы можем взять какого-нибудь хорошего молодого кипера, который в теории там вырастет во что-то интересное. Дальше. Том Хаддлстон, непонятно зачем взятый еще до меня. Естественно, на поле он не выходил, кроме как в Папа Джонс, ну, в трофее пиццерии. Один раз вышел на поле и ничем особо не отметился. 37 лет человеку, контракт истекает через полгода. Естественно, что я его продлевать не собираюсь. Вообще ни в коем случае. Только если как тренера, потому что он является тренером молодежки еще вдобавок играющим. Да. Ши Лейси, ирландец, атакующий правый полузащитник. Левша очень хороший на подмену тому же самому Антони. В целом мог бы сыграть и больше, нежели он сыграл. У него 2 матча в старте, 2 выхода на замену. Гол плюс голевая передача. Очень даже внезапно на самом старте сезона. 7,18 средний рейтинг, достаточно неплохой потенциал, причем парню 16 лет. Единственное, что не дало ему особой возможности поиграть чуть побольше на высоком уровне в этом сезоне, это появление у нас Арда Гюлера. Но к этому товарищу мы еще попозже вернемся. А так, у человека еще потенциал довольно серьезный. Я думаю, что реализовать его он у нас сможет. Виктор Линделев оказался в итоге игроком, так сказать, подменного плана. 12 матчей в старте, 6 выходов на замену. Внезапно умудрился гол, 2 голевые передачи соорудить. Средняя оценка 7,1. Опять же, 29 лет человеку, 37 миллионов стоит. Не особо регулярно выходит, но пока еще он нам нужен. Правда, самое интересное, что лучше всего он себя проявил на позиции опорного полузащитника. Возможно, мне стоит его туда подпереучить. Хотя, как говорится, старую собаку новым трюком. Ну да ладно, это мы посмотрим еще. Легенда британского футбола, и в частности МЮ, Харри Магуайр. Им интересуются с точки зрения аренды Бетис и Сосьедад. В принципе, в этом сезоне он даже умудрился один раз выйти на поле в стартовом составе у нас, когда там, по-моему, все практически были уставшими. Вот как раз Boxing Day, по-моему, в матче против Вулверхэмптона он сыграл. Сыграл неплохо на 6,7, но в команду он уже не пробьется. Стоит 24 миллиона, мужику 30 лет, и как бы с зарплатой в 235 тысяч он является больше обременением для Юнайтед на текущий момент, нежели чем-то иным, поэтому вполне возможно мы все-таки его куда-нибудь сбагрим. Хотя, конечно, с учетом того, что покупался он аж за 93 миллиона, в деньгах Юнайтед потеряет. Но, по крайней мере, у меня будут хоть какие-то деньжата на трансферы, потому что сейчас их нет. Коби Майно, еще один элитный воспитанник Юнайтед. 18 лет, опорник, либо центральный полузащитник, либо еще может атакующего сыграть на самом деле. 5 раз выходил в старте, трижды на замену, 1+1 насобирал, средняя оценка 7,06, вполне себе может продолжать развиваться и дальше. По крайней мере, у него есть все возможности для этого, тем более 18 лет все еще. Тайрел Маласия. Тот еще хрусталь, который еле-еле восстановился к середине первой половины сезона. Левый защитник, который за нас в этом сезоне, естественно, не играл по причине того, что у нас там Лиссандро Мартинес и Люк Шоу, который внезапно перестал быть таким стеклянным. Стоит 27 миллионов, 24 года товарищу, и на самом деле я бы его продал. Просто потому что, ну балласт, ну серьезно, он мне не нужен.
Тем более в нем заинтересован Ньюкасл, пусть забирают. За эти деньги я смогу купить молодого левого защитника хорошего, которого можно будет постепенно подпускать к основе. Потому что, ну серьезно, Маласи нам здесь не сильно нужен. Я бы даже сказал, сильно не нужен. А в Ньюкасле, ну пусть будет. Тем более, что он хрустальный, как я уже сказал. Георгий Мамардашвили, подписание этого сезона, основной вратарь. Ну, собственно говоря, можно сказать, что им я более-менее удовлетворен. Да, он все еще боится ключевых матчей, это очень плохо. Но, с другой стороны, у него 29 матчей в старте, 14 сухарей. И в оставшихся 15 матчах он пропустил всего 20 мячей. То есть это у нас получается где-то 1,3 мяча за игру. Очень достойный результат, тем более, что многие голкиперы, считающиеся топовыми, пропускают гораздо больше. Так что в целом я доволен грузинским кипером. Единственное, что, конечно, его считают не особо подходящим игроком для основы команды, так что вполне возможно в следующем сезоне нам придется опять искать себе вратаря. И это не очень хорошо по причине того, что единственным кандидатом вместе с Мамардашвили был на тот момент Анатолий Трубин из Шахтера, а он стоил на порядок побольше. Трубин бы нам обошелся в 100 с лишним миллионов евро. Шахтер, как всегда, очень любит завышать ценники. Вот. А Мамардашвили, как вы видите, мы купили за 62 миллиона. В принципе, в цене он прирос, так что вполне вероятно, может быть, если мы будем менять в следующем сезоне голкипера, если вообще это следующий сезон будет, то да, наверное, мы его сбагрим куда-нибудь. Дальше, Антони Марсиаль, самый знаменитый французский хрусталь, который купили из Монако за 52 миллиона. Сейчас он стоит, дай бог, 8. Через полгода у него заканчивается контракт, который, естественно, продлеваться не будет, потому что он всего лишь 2 раза выходил в старте, 4 на замену. Да, он сделал гол плюс голевую, да, у него средний рейтинг 6,95, но при этом во всех этих матчах, кроме одного выхода в старте, по-моему... Нет, кроме одного выхода на замену в АПЛ, во всех этих матчах он еще и умудрялся покидать поле раньше окончания. И если там, допустим, в кубковых матчах Кубка Карабао, где он был стартовым игроком, это еще можно было бы объяснить усталостью, при том, что по факту ее особо не было, он, как всегда, подхватывал к перерыву какой-нибудь поджопник, и все, и до свидания. Вот, то делать обратные замены в АПЛ и в Лиге Чемпионов, потому что игрок, вышедший у тебя на замену, чуть ногу себе не сломал в первые же 5 минут второго тайма, ну так себе занятие, честно скажу. Вот, поэтому нет, до свидания. Антони Марсиаль, собственно, команду покинет либо в это зимнее трансферное окно, либо уже по окончании сезона 100%. Дальше. Лиссандро Мартинес, человек, переквалифицировавшийся под моим управлением в основного левого защитника Ман Юнайтед и достаточно хорошо там играющий. 19 матчей в старте, 4 выхода на замену, 2 голевых передачи отдал, средняя оценка 7.03. Довольно серьезный боец, да, в атаку он не сильно вкладывается, но от него это не сильно-то и требуется. И им интересуется Бавария, насколько я помню. И как будто бы за 72 миллиона нового левого защитника я еще, может быть, даже и найду. У меня проблема в это зимнее трансферное окно будет другая, и о ней чуть-чуть попозже, когда мы до соответствующего игрока дойдем. Далее, Скотт Мактоминой. Внезапно довольно важный винтик в моих построениях, несмотря на то, что сидит на лавке, и более того, скорее всего, он даже не особо подходит стартовому составу, глядя на вот это вот мероприятие, на эти звездочки.
Но, тем не менее, 6 матчей в старте он набрал, 13 выходов на замену, и за это время умудрился наделать 6 голов и 2 голевых передачи со средней оценкой 7,18 во всех турнирах. То есть, ну, как будто бы игрок-то довольно-таки неплохой, несмотря на то, что у него в качестве конкурентов Казимиро, Угарте, Фред, Майну. И с учетом того, что он даже 2 раза выходил на позиции центрального атакующего полузащитника, там еще Бруно Фернандеш и Донни Ван де Бек. То есть вот с такой конкуренцией Скотт Мактоминей спокойно выходит на поле и время от времени на самом-то деле делает разницу. Вот, да. В каких-то моментах он нам приносил даже победы. Поэтому... Ну, даже не знаю. С одной стороны, может быть, и стоило бы расстаться, с другой, ну, это не Марсиаль с 300 тысяч евро в неделю. Ну, вот не Марсиаль. Этого товарища мы еще прокормим. Тем более, запасной опорник с такими скиллами нам явно лишним не будет. Едем дальше. Теден Менги был многообещающим товарищем, сейчас он ничего из себя не представляет, максимальная стоимость 325 тысяч, за нас не играл, 21 год, и даже в сборную Анголы вызывается по большим праздникам, поэтому на нем останавливаться не будем. Факундо Пелистри, очень забавный товарищ, которого иногда вызывают в сборную Уругвая, при том, что... в те же самые моменты в сборную Аргентины может не попасть Гарначо. Хотя Гарначо играет от звонка до звонка, у него только 2 пропущенных матча, и то из-за усталости. А Пелистри на поле выходил 1 раз на замену в этом сезоне и сыграл на 6,9. Да, игрок в принципе более-менее неплохой, но он правша. Играть ему в основном в моей расстановке, то есть... либо на левом фланге, либо в центре нападения, потому что под нападающим он себя не особо хорошо чувствует, как видно из графика. Вот. И с точки зрения вот этих позиций у него есть куча конкурентов в виде Решфорда, Санчо, Гарначо, того же самого. Кто там еще у нас есть по левым полузащитникам? Вот, пожалуйста. Марсиаль тот же самый. В качестве нападающего круче еще и Ланга. Так что, ну, как будто бы... Плюс еще парню 22 года, потенциал он свой уже вряд ли реализует. И не сказать, чтобы этот потенциал был на уровне твердого игрока основы. Поэтому я думаю, с Пелистри мы попрощаемся миллионов за 30. Единственное, только его хотят в основном в аренду брать. А я бы хотел его продать. Потому что 30 миллионов лишними не будут, опять же. Маркус Решфорд. Здесь, по-моему, все должно быть понятно. Лидер команды, безупречный, по сути дела, игрок. 21 матч в старте, 5 выходов на замену, 16 плюс 7. Средняя оценка 7,52. Этот человек разваливает кабины всем, кому только может. Это вот просто непререкаемый игрок стартового состава. Точно так же, как и Бруно Фернандеш. Дальше едем. Хамес Родригес, подписанный нами за бесплатно. По сути дела, просто получает у нас пенсию, потому что на поле он у нас не выходил. Единственное, что им уже интересуются в аренду команды МЛС, да и в принципе за 7 миллионов его толкнуть, я думаю, вполне можно было бы. Единственное, зачем он мне, по сути дела, был нужен, это прикрыть дырку, возможную на правом фланге атаки, плюс возможно выходить иногда на позиции десятки, плюс у него есть достаточно хорошие навыки в виде того, что он любит ключевые матчи, достаточно стабильный игрок. В целом у него
шикарнейшая техника и менталка. Конечно, скорость и ускорение уже просели к 32 годам, так что, скорее всего, десятка. Но Бруно Фернандеш пару раз дисквалифицировался. В этот момент у нас был доступен Донни Ван де Бек, который иногда может травмироваться. Поэтому, в принципе, проблемы десятки у нас не было. А на фланге со скоростью ускорением 9 в ВПЛ делать нечего. Ну, возможно, мы этого пенсионера куда-нибудь выгодно пристроим. В конце концов, 7 миллионов за игрока, который достался нам бесплатно, это вполне себе неплохо. Дальше, Джейден Санчо. В реальной жизни пристроен уже в Дортмундскую Боруссию. Да, собственно, запись этой перестройки у меня занимает достаточно длительное время, потому что в самом начале видео я говорил про 8 место. Сейчас, по-моему, Юнайтед не на 8 строчке находится в реальной жизни. Но, тем не менее, хороший игрок подмены. 8 матчей в старте, 10 выходов на замену, 3 плюс 4 насобирал, средняя оценка 6,98. Ну и как будто бы добрался до того ценника, за который его покупали из Дортмундской Боруссии. Так что в целом выглядит неплохо. И несмотря, кстати, на свою правую ногу, лучше смотрится как раз-таки справа, нежели чем слева. Ну да ладно. В целом пока еще Санчо нам нужен и пригодится. Дальше, Люк Шоу. Несмотря на слухи о своей, скажем так, хрустальности, по травмам не пропустил ни одного из тех матчей, в которых он нам был нужен. 10 матчей в старте у него набралось, 9 выходов на замену, гол, 4 голевые передачи, средняя оценка 7,23. По-моему, для игрока, который пережил столько времени в лазарете, это очень даже успешный сезон в АПЛ. Пау Торрес приехал к нам в этом сезоне и устроил просто лютый хардкор. 19 матчей в старте, 2 выхода на замену, 7 забитых мячей, 1 голевая передача со средней оценкой 7,39. Для центрального защитника это просто аут. Но с другой стороны, а что вы еще ждали от игрока ростом 1,91 м, высотой прыжка 17, игрой головой 16 и силой 16? Ну, тут как бы очевидный выбор бомбардира на угловом, и он себя вполне оправдывает. Купили за 55 миллионов, сейчас можем продать уже за 73, но продавать его я уж точно не собираюсь, ни в ближайшее время явно. Пау Торрес нам прям очень даже сильно пришелся ко двору. При этом довольно неплох в обороне, на самом-то деле. Единственное, что в Кубке Карабао и в матчах за свою сборную он все-таки не настолько хорошо отбирает мячи, как в Лиге Чемпионов и ВПЛ. Не знаю, с чем это связано. Как-то так. Дальше. Еще одно наше новое подписание. Мануэль Угарте. Убойный опорник на самом деле. 19 матчей у него в старте, 5 выходов на замену, 5 плюс 5 по голевым действиям и средняя оценка 7,19. Просто бомбическое на самом деле подписание. С учетом того, что Угарте наконец-то сыгрался, он играет чуть левее в опорной зоне. И он наконец-то сыгрался с Решфордом, который играет слева. И научился выдавать ему шедевральные черпачки через голову защитникам на ход для удара в одно касание. То есть голевых передач из всех 5, которые у него были, мне кажется, штуки 4 точно Решфорду. И то в последних матчах. Но с другой стороны, он достаточно неплох с точки зрения опорника. Как минимум разыгрывающего-то уж точно. Так что здесь мы тоже попали в яблочко с этим трансфером. Он нам очень даже к месту. Донни Ван де Бек. Все еще думаю на тему того, чтобы его продать. Все еще он стоит даже далеко не 40 миллионов, которые с Юнайтед в свое время стряс Аякс. Но с другой стороны,
на подмену он выходит довольно-таки неплохо. 6 матчей в старте, 8 выходов на замену, 4 плюс 5 насобирал, средняя оценка 7,41, может быть, все-таки и останется в команде. Хотя, конечно, ну, в принципе, да, им на трансфер никто не заинтересован, только если в аренду взять. Дальше. Вот наша самая главная проблема рисуется. Рафаэль Варан. Можно сказать, тоже довольно идеальный центральный защитник, если бы не одно но. У него 26 матчей в старте, 2 выхода на замену, 2 плюс 1 по голевым действиям, средняя оценка 7,15, но в самом начале сезона он хотел уйти к господам арабам, и, видимо, каким-то из патчей недавних пофиксили то, что арабы готовы были платить x2 от любой суммы, ну, от запрашиваемой цены. Как только я им объявил где-то, по-моему, 120 миллионов за Варана, они такие сразу: о, не-не-не-не-не, мы пойдем, мы что-нибудь еще купим. И в итоге купили, по-моему, Курта Зуму из Вест Хэма. В общем, неважно. И Варан на меня вот половину этой половины сезона, четверть сезона, получается, обижался смертельно. Играл не то чтобы очень хорошо, но играл. Ладно, это мы опустим. Но им все равно до сих пор интересуются всякие арабы. Ценник у него 64 миллиона, а за 64 миллиона вот такие вот скиллы я не найду нигде. И что мне с этим делать непонятно, потому что свалить Варан очень хочет, потому что там платят эпичнейшие деньги в качестве зарплаты, даже не 400 тысяч, которые у него сейчас есть, а это и так по нашему бюджету делает очень большой кусь. С другой стороны, 64 миллиона плюс освободившаяся зарплата, это 400 тысяч в неделю, это 1,5 миллиона в месяц на полгода, это еще 9 миллионов. Ну, короче говоря, где-то около 75 миллионов на покупку... Около 75 миллионов на покупку нового центрального защитника у нас будет. Но будет ли он настолько хорош, насколько хорош Варан, вот это, конечно, очень большой вопрос. И с этим вопросом нужно будет очень серьезно разбираться в это зимнее трансферное окно. Вот это главная моя головная боль будет в январе. Аарон Ван Бисака. Человек, которого мы продать хотели, в итоге тоже довольно неплохо себя проявляет. 8 матчей в старте, 10 выходов на замену, 1 плюс 4 и средняя оценка 7,2. Ну, правда, опять же, его покупали из Кристал Пэлас за эпичные бабки в 52 миллиона, а стоит он сейчас 24. Интересуются им клубы довольно средней руки. Ну, за исключением Барселоны, естественно. Но Барселона хочет его увезти за бесплатно. Я ему контракт уже новый предложил, просто потому что у нас пока глубины позиции справа не особо много. Но если его захочет купить какой-нибудь Вильяреал или еще к нему присматривалась Валенсия, короче, испанские середнячки за ним активно приглядывают, еврокубковые бойцы. В общем-то... У меня есть идея, кем его подменить. Там, в общем-то, валялся Фреснеда. До сих пор, по-моему, он на трансфере. И я его еще хотел в летнее трансферное окно забрать, но не получилось, не фартануло. Так, кто дальше? Брэндон Уильямс. Ну, в основном человек сидит в заявке ради регистрации, ради паспортов, потому что на поле он у нас не выходил. Неплохой, кстати, больше правый защитник, чем левый. Но, опять же, у нас есть Дало, у нас есть Ван Бисака, и у нас, возможно, будет еще Фреснеда. К чему нам этот Брэндон Уильямс, я, если честно, не понимаю. Антони, купленный за 96 миллионов у Аякса, наконец-то вышел на свою вот эту трансферную стоимость благодаря выступлениям за Ман Юнайтед. Хотя, если честно, я думал, что это все, это пропащий человек, особенно с учетом того, что
На старте сезона он нифига не впечатлял. В итоге у него набралось 22 матча в старте, 2 выхода на замену и внезапные 7+8 со средней оценкой 7,3. То есть, ну, как будто бы довольно-таки неплохо. И при этом, при всем, не самый главный посетитель лазарета в нашей команде, что тоже радует. Потому что его подменить могут только два молодых парня. Это уже отсмотренный нами Лейси и впереди еще Арда Гюлер. Едем дальше. Как раз таки Арда Гюлер, который покупался нами как подмена Кристиану Эриксону, ушедшему в Челси, и рассматривался с позиции десятки, но в итоге, с учетом своей левой ноги и умения в стандартные положения, на самом-то деле, довольно серьезно пригодился как раз на правом фланге атаки, когда не был доступен Антони. 5 матчей в старте, 6 выходов на замену, 4 забитых гола и дикое невезение в реализации передач его. Просто потому, что он набрал уже практически на 3 ожидаемых ассиста, а их у него как раз таки и нет. Средняя оценка 7,03. И в целом, да, у него есть небольшое отставание в развитии, но при всем при этом, опять же, парню 18 лет, я его умудрился увезти за 19 миллионов всего, сейчас он стоит сотку, и если вдруг за ним кто-то придет, ну, слушайте, за 100 миллионов я уж точно смогу купить молодую десятку, которая будет готова хоть прямо сейчас Бруно Фернандеса из состава выкинуть. Дальше Эрик Баи, человек, про которого, возможно, кто-то уже успел забыть. Да и, в принципе, я о нем вспоминать не сильно-то хочу, просто потому что у него через полгода заканчивается контракт, и не сказать, чтобы он нам был сильно нужен. 5 матчей, точнее 5 выходов на замену с одной голевой передачей. Да, рейтинг 7, но 29 лет. Стоимость снижается, контракт заканчивается, на поле человек не выходит. Зачем? Непонятно, тем более с зарплатой в 115 тысяч. Нейтан Бишоп, вратарь, который у нас в аренде в Австралии, так что, ну, просто потому, что он нам нафиг не нужен был с самого начала сезона. Дальше Казимиро. Казимиро у нас опорник, Казимиро у нас хороший опорник, ему, правда, уже 31 год, но тем не менее. 21 матч в старте, 1 выход на замену, 3+5 по голевым действиям и 7,13 средняя оценка. Довольно-таки неплох, насколько я понимаю, гораздо лучше, чем в реальной жизни он выглядит на текущий момент в нашем сейве, поэтому да, довольно-таки важный товарищ, но в следующем сезоне уже надо будет присматривать кого-то ему на замену, хотя у нас есть, по-моему, у нас есть Коби Майну, например, тот же самый, но Майну это все-таки больше про передачи, нежели чем про отбор, а Казимиро такая очень злая собака. На пару с Угартой они опорную зону выжигают хорошечно. Диогу Дало. Тоже человек, который здесь, в этой сохранке, выглядит, судя по всему, лучше, чем в реальной жизни, потому что у него 21 матч в старте, 4 выхода на замену, 2+5 собрано, 7,17 средняя оценка, и, если честно, ну, мне такой правый защитник очень даже к месту, к лицу и так далее. Отпускать его куда-то я пока не намерен. Энтони Ланга, швед камерунского происхождения, который был вроде как потенциально крутым, но ему уже 21 год. Контракт он свой вряд ли сможет оправдать. Потенциал у него все меньше и меньше. И несмотря на скорость и ускорение примерно как у Гарначо, сами видите, вроде бы
может играть слева, но слева у него дикая конкуренция. Один раз он выходил на замену, да, отметился голевой передачей и за это получил оценку 7,7, но в своих планах Элангу я не вижу. И поэтому за 25 миллионов я с ним с удовольствием расстанусь. Было бы кому его продавать. Потому что все его хотят в аренду. Так, ну вот и, собственно, Бруно Фернандеш. К нему мы вернулись. И теперь давайте посмотрим, как мы вообще шли по сезону. Что у нас тут происходило. В общем-то, перейдем в расписание. Ну, я не думаю, что на товарниках следует как-то внимание свое останавливать. Да, вот так мы сделаем. Собственно, АПЛ началась, но это вы все видели, с победы 4-2 над Фулхэмом. Далее очень натужные 2-1 на Олд Траффорде над Ливерпулем. Потом чисто случайная ничья с Брентфордом, где Брайан Бьюман всадил на 88-й минуте, когда мы еле-еле усилиями Ван де Бека, в принципе, счет открыли минуту назад. Потом 5 побед подряд над Тоттенхэмом, Борнмутом, Копенгагеном, размазанная Астон Вилла 6-0, Миддлсбро в третьем раунде Кубка. Потом опять ничья с Бернли, в которой у нас и Лиссандро Мартинес выбыл из-за травмы, и Маркус Решфорд. Перестроение игры ничего не дало, поэтому по нулям. Дальше серия из 12 побед подряд, которая стала рекордной. Мы перебили рекорд сэра Алекса Фергюсона. В последний раз Манчестер Юнайтед побеждал 11 раз подряд в 2000 году. Это было 23 года назад при сэре Алексе Фергюсоне. И вот, пожалуйста, серия из 12 подряд побед, включающая в себя 2-0 дома над Унион Берлин, разгром Брайтона тоже дома 5-1, победа на выезде над Кристал Пэлас, домашняя победа над Бенфикой, разгром Арсенала тоже домашний 7-2, покуражились нехило. Победа в Кубке Лиги над Халлом 4-1. Победа над Манчестер Сити 3-0. Эрлинг Холланд, до свидания. Еще одна победа над Бенфикой уже на выезде 2-0. Победа над Челси 3-0. Это даже с учетом удаления Казимиро в концовке. Натужная довольно победа над Эвертоном 3-2. Которую нам в концовке принес Пау Торрес. Дальше 3-0 над Копенгагеном, 2-0 над Вестхэмом, победа 4-0 над Шеффилдом. И после этого довольно обидная потеря очков дома на глазах у своих болельщиков с Ноттингем Форест. Опять же, били-били, еле забили. Мануэль Угарте на 76-й минуте отправил мяч в ворота, но на последней компенсированной минуте мы пустили соловья, как говорится. Ну и сейчас у нас снова серия из побед идет. Собственно, Унион Берлин поверженный со счетом 2-1. Дальше Лутон 3-2. Вынесенный в четвертьфинале Кубка Лиги Норвич 4-0. Дальше две подряд победы по 5-0. Дома одолели Ньюкасл, на выезде Вулверхэмптон. Причем из интересного, у менеджера Вулверхэмптона на момент этого матча был второй день во главе клуба и, в принципе, первый матч. Так что поиздевались мы над человеком нехило. Ну и выезд на Энфилд, завершившийся со счетом 3-1 в нашу пользу. Что у нас впереди? Впереди у нас очень напряженный январь, в котором у нас всего 3 матча лиги, но при всем при этом старт в Кубке Ассоциации, в Кубке Англии, и оба матча полуфинала Кубка Лиги против Челси, которые хотелось бы выиграть, потому что мы идем за трофеями.
Лига чемпионов против Галатасарая начнется только в феврале. К этому моменту у нас закончится зимнее трансферное окно. И если какие-то изменения в составе произойдут, я обязательно выйду в эфир по окончании зимнего трансферного окна и познакомлю вас со всеми, кто ушел, кто подписался. В общем, да. Едем вот примерно сюда, к началу февраля, там уже будет все понятно. Если никаких изменений в составе не будет, то мы с вами встретимся, я предполагаю, где-то в марте на финале Кубка Лиги в следующий раз, а потом следующие встречи у нас могут быть разве что в мае, когда будет кончаться чемпионат, когда будет заканчиваться Лига чемпионов, я надеюсь, что мы продвинемся достаточно по ней далеко, и когда будет заканчиваться Кубок Англии, вот там мы матчей с вами все-таки посмотрим побольше. Да, а пока что двигаемся в трансферное окно. Ну что ж, на дворе 1 февраля 2024 года, а это означает, что в ВПЛ закрылось зимнее трансферное окно. И результаты этого трансферного окна я уже готов представить, поскольку мы в этом самом трансферном окне немножко все-таки потрудились. Я рассчитывал на то, что оно пройдет поспокойней, но как прошло, так прошло. В любом случае, дополнительные подписания нам явно не повредят в тех условиях, в которых мы оказались. Да. Ну, собственно, что особо кота за все подробности тянуть. Давайте переходить сначала к списку тех, кого мы продали в это трансферное окно, а затем к списку тех, кого мы купили. И среди проданных игроков есть один Хрусталь, чья фамилия начинается на Ма. И нет, это не Антони Марсиаль, это Тарел Маласия, который уехал за 27 миллионов евро в мадридский Атлетико. И, судя по его нынешнему ценнику, за него они явно переплатили. И за этот январь он пока успел выйти только 3 раза на замену, и то не успел вообще ничего там осмысленного сделать, поскольку даже оценки за это время он не получил. Как видно, чуть меньше 10 минут за игру он проводит в Атлетико. Ну, пожелаем в любом случае удачи, потому что все-таки это бывший наш игрок, но тем не менее Тарел Маласия теперь будет лечиться в мадридских больницах. Но первым из нашей команды ушел не он. Первым уехал 5 января еще Шоло Шортайр за 250 тысяч евро, смешную стоимость. Он отправился в Кристал Пэлас, причем даже не в основную команду, а в команду до 21 года. Да, можно сказать, что мы продешевили, потому что стоит он сейчас чуть ли не под 18 миллионов, но у него заканчивался контракт. Продлевать его я не особо хотел. И, собственно, какие деньги там предложили, в какие он оценивался, исходя и из этого параметра тоже. Вот с этими деньгами мы и работали. Да, 250 тысяч евро это не густо, зато освободили немножко зарплатного бюджета, поскольку не секрет, что у нас в Man United зарплату получают гораздо более высокую, нежели чем в молодежке Кристал Пэлас. И еще один товарищ, у которого потенциала не осталось, это Теден Менги за 325 тысяч евро, абсолютно в такой же ситуации, уехал в Сток-Сити. Опять же, стоит он сейчас 5-6 миллионов, но за весь январь за Сток он так и не поиграл. И есть у меня подозрение, что в дальнейшем Теден Менги отправится куда-нибудь в условную первую, вторую лигу. Там он, может быть, будет звездой. На высшем уровне этот товарищ уже вряд ли поиграет, хотя вызывается в сборную Анголы. Внезапная крупная продажа из молодежных команд. Обычно я на них особо не смотрю, поскольку игроки там мало чего стоят, а если они хоть что-нибудь достоят, значит у них есть потенциал, они могут тренироваться с первой командой. Но это был не тот случай. Исак Хансен Ароен у нас
находился, я так подозреваю, в команде до 21 года. Потенциала, сами видите, что у него особого нет, но за миллион с лишним он зачем-то понадобился Лацио. Правда, опять же, не основному составу Лацио, а их молодежке до 20 лет, за которую он успел уже немножко поиграть. Один выход на замену у него состоялся на целых 18 минут со средней оценкой 6,7. Ну, пожелаем удачи в развитии. Может быть, в Италии он как-то более-менее раскроется. Человек достаточно решительный, плюс ко всему норвежец. Норвежец сейчас в моде. Ну и самый громкий трансфер, который произошел этой зимой, это уход Рафаэля Варана. Уехал французский центральный защитник в Саудовскую Аравию за сумасшедшие 100 миллионов евро, которых он даже у нас не стоил. У нас он стоил, по-моему, 64 по цене, но я постарался выбить из саудовцев как можно больше денег. Теперь они хотят его продавать не меньше, чем за 200 миллионов евро. Удачи им в этой жизни. С учетом того, что он до сих пор не зарегистрирован за свою команду. Прошло уже... Сколько? Уже недели 2 как минимум прошло. И за 100 миллионов евро человек просто даже не на лавке сидит, а тупо чилит в Саудовской Аравии. Ну, что сказать, погнался за длинным евро. Назовем это так. Погнался за длинным евро, да, и лишил нас опции в центре обороны. Прошу прощения. Даже не то, что опции лишил, он, в принципе, лишил нас игрока стартового состава, поскольку он в этом самом стартовом составе был безоговорочно. Поэтому нужно было принимать какие-то меры, нужно было что-то делать, нужно было подписывать игрока сопоставимого качества, при этом за меньшие деньги, меньше, чем за 100 миллионов евро. Потому что все-таки хоть какая-то часть манибола во мне жива и здравствует. Поэтому надо было искать входящий трансфер. И забегая вперед, это наш единственный входящий трансфер за эту зиму, поскольку на всех остальных позициях мы укомплектованы, а брать игрока просто ради того, чтобы взять и пусть на лавке сидит, но как будто бы я не питерский «Зенит». И такой трансфер, естественно, нашелся. Из Ниццы за 76 миллионов евро мы выписали вот такого товарища по имени Жан-Клер Тодибо. В принципе, вложение, ну, можно сказать, чуть-чуть переплатили, потому что сумма трансфера чуть выше нижней границы его стоимости. Но в общем и целом игрок вполне себе приличный. Да, может быть, чуть-чуть местами где-то похуже Варана. Но защитники уровнем выше, чем Варан, например, тот же самый, стоят немножко больших денег, мягко говоря. Явно не 100 миллионов евро. Вот. И как будто бы мы себе не могли позволить что-нибудь эпичнейшее миллионов за, там, условных 125-150, просто потому что у нас таких денег не было. У нас вообще основная цель — это опорник Моизес Кайседо за 150 миллионов евро. Журналисты говорят про 154. Поэтому да. Жан-Клер Тодибо, добро пожаловать в Манчестер Юнайтед. Также у него все характеристики необходимые на месте. Рост 1,90 м, опека отбор по 16, игра головы 14. Но это терпимо, у нас для этого есть Пау Торрес для чужой штрафной. Позицию выбирает немножечко не так хорошо, как хотелось бы. Плюс концентрация всего 14, зато достаточно высоко прыгает, быстрый и плюс-минус сильный. В любом случае, защитник очень хорошего качества. Возможно, даже где-нибудь что-нибудь подприбавит. И уже сыграл за нас 3 матча в основе, в 3 разных турнирах причем. И что касается оборонительных навыков, собственно, 1,2 отбора за матч. Не то чтобы сильно много, но тем не менее.
60% выполненных отборов, пока все-таки пытается войти в игру. Но с другой стороны, до наших ворот мяч-то, в принципе, очень мало доходил, за исключением одного матча, но об этом чуть-чуть попозже. Выигрывает 93% верховых единоборств, то есть навешивать в нашу штрафную стало еще более бессмысленно, поэтому в общем и целом Жан-Клером я доволен, я надеюсь, что с Пау Торресом он сыграется. Тем более, человек старается найти выход из любой ситуации, выводит мяч из обороны, так что в общем и целом нужными характеристиками товарищ Тадибо обладает. Давайте пожелаем ему удачи в Ман Юнайтед до окончания этого сезона. А дальше будем смотреть. Ну и раз уж мы коснулись матчей, наша беспроигрышная серия продолжается. Вынесен 7-1 Фулхэм, 5-2 Бирмингем. Дальше в двух матчах финала Кубка Лиги без шансов повержен Челси. Причем 5-0 Челси обыгрывал полуторный состав, даже не основной. Я вам сейчас покажу. То есть из основного состава на поле были Мамардашвили, Варан, Гарначо. Все остальные резервисты. Ну как, резервисты, лавочники и все прочее. Именно резервисты и лавочники напихали 4 мяча из 5, еще Гарначо там тоже подзасветился. Вот. Во втором матче играла уже основа, и в эконом-режиме добавили 2-0. Так что мы с вами в финале Кубка Лиги будем защищать трофей от Арсенала 25 февраля на Уэмбли. Дальше Брентфорд в премьер-лиге без особых проблем 4-1. А вот Блэкберн уже проблемы начал доставлять. Счет 5-3 по итогам четвертого раунда факапа. Собственно, это у нас 1/16, насколько я понял. И матч складывался довольно-таки тяжело, потому что вышли мы вперед только на 33-й минуте. 1-0 счет стал. Дальше Решфорд добавил. А потом началась свистопляска со всякими непотребствами. Например, в конце первого тайма, уже в компенсированное время, Льюис Трэвис 1 гол отыграл. На 52-й минуте Пау Торрес умудрился срезать мяч в свои ворота. Счет стал 2-2. Дальше бенефис Казимиро. Дубль он сделал на 62-68 минутах. Знакомый армейских болельщиков Арнар Сигурдсон на 80-й минуте 1 гол отквитал, но Бруно Фернандеш решил все-таки последний гвоздь в крышку блэкбернского гроба дозабить, для того, чтобы нам уже в концовке не пить валидол. Счет 5-3, но вопросики остаются. При этом Тадибо сыграл довольно-таки прилично, на семерку. И единственное, что меня не порадовало, это прошу прощения, это ничья с Тоттенхэмом 2-2. И при том, что в Тоттенхэме уже нет Харри Кейна. Они продали его тоже куда-то в Саудовскую Аравию за какие-то сумасшедшие 164 или 170 с лишним миллионов евро. В общем, Кейн вместе с Вараном уехали зарабатывать себе на пенсию. Никто их не осуждает, тем более, что обоим уже по 30 или больше. В футбол они начнут играть все хуже и хуже, поэтому смысла в их нахождении в команде особого нет. Да, хотелось бы, конечно, сказать, что увидимся мы с вами только в конце этого сезона, когда будем обсуждать итоги, но, как я и обещал, все судьбоносные, скажем так, матчи будут показаны, и встретимся с вами мы уже по этому расписанию чуть меньше, чем через месяц. Как я уже сказал, 25 февраля на Уэмбли финал Кубка Лиги против Арсенала, который, кстати, теперь возглавляет, не помню, говорил или нет, Диего Симеоне. Артету после эпохального 7-2, ну не прям сразу, но довольно быстро уволили. Будет интересно посмотреть на автобус канониров.
бывшие фанаты Арсена Венгера, наверное, плачут горькими слезами, либо переворачиваются в гробу, вырабатывая электричество для нужд Лондона. Вот как-то так. И в 1/8 нам предстоит разбираться с кем-то. В 1/8 Кубка Англии уже, факапа. Нам предстоит разбираться с кем-то из парочки Истли-Селфорд. Про Лигу Чемпионов, насколько я помню, вы в курсе. Что у нас Галатасарай. Прошу прощения, кашель задолбал, честно. Вот. И я так подозреваю, матч с Арсеналом мы с вами посмотрим. Потом, скорее всего, будет включение где-то вот в моменте матчей Шеффилд, Ноттингем, Лутон, поскольку там останется 2-3 тура до конца чемпионата, в котором мы обгоняем Ман-Сити пока что на 6 очков. То есть плюс-минус при нашей победе над Ман-Сити вот здесь, в марте, плюс-минус матч либо с Ноттингемом, либо с Лутоном, при условии, что дальше мы с Ман-Сити очков терять не будем, будет для нас чемпионским. И несмотря на пониженный статус соперника, казалось бы, один из этих матчей мы в любом случае увидим. Плюс, если все-таки получится, то уже где-то вот здесь в конце мая мы с вами встретимся аж дважды, если вдруг, опять же, повторюсь, получится. Потому что в конце мая будет как финал Кубка Англии, так и финал Лиги Чемпионов. До него тоже хотелось бы дойти. Ну а пока двигаемся к финалу Кубка Лиги. Арсенал ждет. Ну что ж, первый финальный матч сезона, первый решающий матч сезона, назовем это так, потому что это и так уже финал. Финал Кубка Карабао, точнее Кубка Английской Лиги против Арсенала на Уэмбли. И этот матч мы с вами обязательно посмотрим в лайв режиме. Потому что мы до этого финала добрались, да, у нас получилось. И наш состав практически готов к бою, за исключением двух моментов. У нас дисквалифицированы на этот матч по перебору желтых и прочих карточек Лиссандро Мартинес и Мануэль Угарте, поэтому на ближайший матч мы внесем следующие изменения. Вместо Лиссандро Мартинеса выйдет Люк Шоу, а вместо Мануэля Угарте еще один воспитанник в составе появится, это Коби Майно. На пару с Казимиро они будут в опорной зоне поддерживать атаку, которая на текущий момент может похвастаться определенными успехами. Добираем запасных. Здесь у нас ассистент вполне спокойно справится. В общем-то, да, можно выходить на поле. Итак, стадион Уэмбли готов принять финал Кубка Английской Лиги, в котором встретятся Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал. Вашему вниманию составы обеих команд. Манчестер Юнайтед в роли хозяев. В воротах 13-й Георгий Мамардашвили, в центре обороны 12-й Жан-Клер Тодибо и 14-й Пау Торрес. Справа 20-й Диогу Дало, слева 23-й Люк Шоу. В опорной зоне 18-й Казимир и 37-й Коби Майно. Атакующая группа. Справа в атаке 21-й Антони, слева 10-й Маркус Решфорд, под нападающим 8-й капитан команды Бруно Фернандеш и на острие 17-й Алехандро Гарначо. И состав лондонского Арсенала, который с недавних пор возглавляет Диего Симеоне. В воротах номер 16-й Мэтт Тернер, в центре обороны 2-й Вильям Салиба и 6-й Габриэль. Справа 4-й Бенджамин Уайт, слева 35-й Александр Зинченко. Опорная зона 5-й Томас Парти и 34-й Гранит Джака. Атакующая группа. Справа 7-й Букайо Сака.
Слева 11-й Габриэль Мартинелли. Под нападающим также 8-й, также капитан команды Мартин Эдегор. И на острие 9-й Габриэль Жезус. Добро пожаловать на поле. Матч начинается. Мы в стандартном красно-белом, Арсенал в желто-черном. Больше Брентфорд напоминает, если честно. Но это все не важно, поскольку этот матч начался, и он для нас очень важен, потому что победа в лиге 7-2 над Арсеналом Артеты не значит сейчас примерно ничего. Тренер новый, расстановка новая. У игроков новые инструкции, соответственно, это абсолютно новый Арсенал, который нам еще необходимо раскусить. Коби Майну в центре с мячом, налево передача на Решфорда, вход в штрафную. Чуть назад на второй темп, Люк Шоу подключился, нанес удар, не получилось, заблокировано. Прострел, Антони, Тернер берет, еще один навес и снова Тернер. Это, я так подозреваю, вратарь из молодежки или из резерва Арсенала, поскольку, ну, как будто бы у них на воротах должен быть вот как раз-таки сидящий на лавке Рамсдейл. Что он делает у них на лавке, не совсем понятно. Почему на лавке Троссар, например. Ну, хотя у них атакующая группа тоже довольно разнообразна, впрочем, как и у нас. У нас даже она чуть менее разнообразна, потому что игроки, выходящие на замену в атакующей группе, наверное, чуть-чуть менее по способностям. Дало навес, не получилось, вынос, подбор за Казимиро, но он мяч теряет, и тут может быть контратака Арсенала. Эдегор на правый фланг своей команды уходит, подает. Ну, здесь Мамардашвили абсолютно спокойно мяч забирает. Хотя, скорее всего, будут проверять, не пересек ли он линию ворот. Да. У нас игроки чуть меньшим качеством лавки и атаки обладают. Но хотя у нас все еще есть Джейден Санчо, у нас все еще есть хрустальный Антони Марсиаль. Донни Ван де Бек оказался не так плох, как мы о нем думали. Да и, в принципе, справа в атаке Антони могут подменить Арда Гюлер и Шилейси. Так что, наверное. Так, Зинченко в нашу штрафную входит. И даже попытался забить, но пробил выше ворот. Да, это все достаточно неплохие игроки, которые хорошо в систему входят. Опасный момент сейчас будет, штрафной на исполнении. Кто? Я так подозреваю... Ну, не Эдегор явно. Гранит Джака. Скорее всего, даже может пробить отсюда. И он это делает, и Мамардашвили отбивает угрозу. Так, угловой. Мартинелли на подаче. И здесь Мамардашвили или нет, или это штанга. Но удар был очень опасный, кстати говоря. Салиба нам немножечко заставил понервничать. Итоги первой половины встречи. Матч плюс-минус равный. Единственное, что у обеих команд дичайшее количество брака относительно ударов. Потому что у нас из 10 ударов всего 2 в створ, что у Арсенала из 8 1. Естественно, обе команды будут пытаться это во втором тайме исправить. С помощью чего будем это исправлять мы? Мы это будем исправлять с помощью того, чтобы поднадавить, естественно, на наших игроков. Да, Люк Шоу немножко поднервничал, но мы это исправляем, естественно. И что у нас в тактической модели? А в тактической модели нам надо менять 2 игроков сразу. Потому что не полфинала явно у нас человек в обороне должен с желтой карточкой бегать. Это Диогу Дало. Проблема в том, что Дало только недавно от травмы восстановился, и вместе с ним синхронно травму получил Аарон Ван Бисака, поэтому его нет на лавке.
И выбор игрока справа в оборону у нас, мягко говоря, ограничен, если не сказать больше. И Антони проваливает встречу. Так, ну, собственно, вместо Антони у нас кто может выйти? У нас могут выйти Санчо и Ланга. Ни Гюлера, ни Шилейси у нас на поле нет, в смысле в заявке. Ну, в принципе, Джейден Санчо вполне себе неплохо выступает и на правой бровке тоже. В некоторых матчах, в которых он на этой позиции выходил, поэтому пусть. А вместо Диогу Дало уже испытанные эксперименты, ну так, плюс-минус испытанный, Виктор Линделев появится на поле. Укрепим и оборону и усилим атаку. Ну, чуть-чуть усилим атаку. Потому что все-таки, мне кажется, Джейден Санчо... как это в Англии называют, controversial. Ну, то есть спорно, что он улучшит наше качество, но с другой стороны Антони уже показал, что в этом матче на него положиться нельзя. Так, у нас остается 3 замены, соответственно, только 2 из них мы сможем использовать на всякий случай, чтобы не подставиться в какой-нибудь неочевидный момент. Второй тайм начался, и пока что на поле тишина, кроме вот углового. Эдегор, подача, вынос, подобрать бы вынос, но Эдегор снова на подборе. Атака превращается в позиционную. Надо бы, наверное, мяч попытаться отнять. Казимиру здесь отбор осуществил, а Габриэль умудрился пробить Мамардашвили. 1-0. Открывает счет Арсенал на 54-й минуте. И, конечно, вот момент довольно... Да, но вот здесь Казимира фалить уже было нельзя по причине того, что он и так на желтой карточке висит. А тут еще и пенальти может быть. Так, хорошо. На самом деле ничего хорошего, но вот с кикофной тоже момент у нас будет. Пау Торрес вперед на Коби Майно. Особо опорника на желтых, кстати говоря. Решфорд на левом фланге. Предпочитает уйти к лицевой. Подать, и Джейден Санчо то ли в перекладину, то ли в штангу угодил. Вот это сейчас так. Розыгрыш свободного Бруно Фернандеш. 1-1. Возвращаемся в игру. 21 гол в сезоне у Бруно. И это второй человек в нашем составе, по-моему, кто разменял 20 мячей. И как хорошо разыгран штрафной. И как был обманут Тернер. Вы посмотрите, Тернер прыгал, пытаясь дотянуться до верхнего угла. Так, пока замен, наверное, делать не будем. Да, Тернер пытался дотянуться до верхнего угла, потому что все в манере удара Бруно Фернандеша говорило о том, что он попытается в верхнюю девятку исполнить, а у того нашлись технические козыри для того, чтобы сыграть низом. Подача в нашу штрафную, Габи Жезус 2-1, как-то слишком легко. Слишком легко это получилось у Габи Жезуса. Снова Арсенал вперед выходит. Снова мы в роли догоняющих. Кто здесь проспал? Здесь проспали Мартинелли, Линделев с Тадибо на пару, потому что не могли решить, в чьей он зоне ответственности. И, соответственно, передача пошла им за голову. И, собственно, Тадибо у нас сейчас поле-то и покинет. Вместе с Казимиро. Казимиро уже устал, а Тадибо тем или иным образом проспал оба гола. Так, Казимиро. Вместо него выпускаем Скотта Мактоминая, который также в этом сезоне неожиданно достаточно хорош. А с Тадибо у нас что получается? Линделев сместится на его позицию, а направо мы выпустим Эрика Баи, потому что там он тоже умеет играть.
как бы выпуская Магуайра до 10 человек, я сокращать состав не планирую. Хотя, конечно, можно было бы попробовать. Люк Шоу, подача. Нет. Розыгрыш с Гарначо внезапный. Томиясу отнимает мяч у Голден Боя. Ой-ой-ой, какая ошибка. И Букайо Сака выходит 1 на 1 и почти реализует в перекладину. Слава богу, что этот момент обошелся именно так, потому что здесь могло быть все что угодно. Так, нам нужен второй гол, хотя бы в дополнительное время встречу увести или в пенальти, как там будет сразу. Решфорд, подача. Гарначо принял. Пас пяткой. Бои. Мактоминой. Гарначо! Решил момент. Голден бой этого года или этого сезона, как там правильно это решается, непонятно. В любом случае, Алехандро Гарначо просто прекрасно разобрался в ситуации. Сыграли на третьего через Мактомина и довольно несвойственный, кстати, для Гарначо гол, но счет становится 2-2. И вот последние 10 минут основного времени. Кто кому что приготовил в эти 10 минут. Хаверц вышел на поле. Троссар попал в кого-то из наших игроков. И это шанс для контратаки. Джейден Санчо чуть более свежий. Его уже накрыли. Он вошел в штрафную, пробил. И Тернер спас команду от углового. На самом деле наши угловые довольно опасны. Еще один стандарт. Мактоминой берет воздух. Еще одну контратаку можно разогнать. Люк Шоу на Решфорда. Выход 3 в 2. Гарначо. Вход в штрафную. Штанга. Коби Майно подхватил этот мяч. Ну-ка, разобраться. Снесли Коби Майно. Это делает Эдегор. И что там? Там будет штрафной. Какой розыгрыш? Джейден Санчо! Пушка! Пушка от Джейдена Санчо. И Манчестер Юнайтед впервые в этом матче выходит вперед. 3-2. Внезапнейший розыгрыш и еще более внезапный удар от Джейдена Санчо в дальнюю девятку буквально вторым касанием. Арсенал перестраивается на более атакующую модель. Это наш шанс. В контратаках мы неудержимы. 6 компенсированных минут добавляет арбитр. И наносят травму Бруно Фернандешу. Вот как раз на такой случай я всегда держу пятую замену, и вот она пригодилась, к сожалению. Донни Ван де Бек выйдет на оставшиеся 3-4 минуты, потому что из-за травмы нам наверняка арбитр накинет еще минуту-две поиграть. Шестая добавленная минута. Угловой. Бои. Вынос. Вратарь не пришел. Эдегор. Назад. И Мактоминой хорошо второй темп забрал. Ну, заиграть эпизод, заиграть. Зинченко с мячом. Передача вовнутрь. Хаверц. Снова Зинченко. Вход в штрафную. Прострел. Троссар. Фу. Это гол, но возможен офсайд. Возможен офсайд. Сейчас ВАР проверит эпизод. Это будет очень обидно. Да, гол засчитан. Все-таки Арсенал не сдается до самого конца. 5 секунд до конца компенсированного времени. Троссар пробивает Мамардашвили в ближний угол. Офсайда не было. Окей. Будет дополнительное время? Значит, будет дополнительное время, и нам снова надо мотивировать наших игроков. Ну, точнее, как не мотивировать, а разнести их в пух и в прах для того, чтобы они все-таки вспомнили
Цвета какой команды они защищают. У нас появилась еще одна замена, которую мы можем использовать. У нас два игрока, точнее, нам бы уже троих на самом деле заменить. Люк Шоу устал до неприличия, Коби Майну очень устал и Маркус Решфорд. Из них троих самый главный кандидат на замену это Люк Шоу, но Лиссандро Мартинеса на лавке у нас нет. Это значит, что нам придется заниматься извращениями. Давайте посмотрим на скорость Магуайра. 12-10. В принципе, там может сыграть Пау Торрес, и мы можем Магуайра в центр обороны определить. Но, пожалуй, что такие решения... И у нас еще пара атакующих игроков осталось. Марсиаль и Ланга. То есть, собственно, у нас есть возможность выпустить на поле разве что того же самого Магуайра. Давайте придержим эту возможность до второго доп-тайма. Я верю в то, что текущая команда все-таки может что-то сделать. Так. Хотя бы в первом дополнительном тайме. Если не получится в первом дополнительном тайме, тогда да, тогда должен будет выйти Магуайр. Так, угловой подача Джейдена Санчо, Томиясу вынос. Гарначо успеть. То там Букайо Сака в ноль выходил. Майну заброс! Мактоминей! Будет проверка ВАР, потому что очень явно находился Мактоминей где-то не там, где должен был быть. Ну-ка. Ну-ка. Да. Гол не засчитан. Мактоминей находился в офсайде. Но какую же красоту Майну выдал. И вот думается мне, что офсайда там не могло и не быть. Нам не показали положение игроков относительно офсайдных линий. Это очень серьезный, назовем, скажем так, залет. Так. Давайте, знаете, какую вещь сделаем? Да, замену мы сделаем, но теперь надо понять, кого. Потому что я подозреваю, что нас все-таки ждут пенальти. Гарначо 14, Решфорд 16, Ван де Бек 11, но обратные замены я не практикую. Джейден Санчо 12, Майну 9, Мактоминей 7, Люк Шоу 8, Пау Торрес 8, Магуайр 14. Слушайте, выпустить Магуайра на вторую половину дополнительного времени уже не кажется такой уж авантюрой. Потому что он умеет бить пенальти. Да, давайте так и сделаем. Пау Торреса отправляем на фланг. В центр обороны выйдет Гарри Магуайр. Это решение не на второй тайм дополнительного времени, конечно, а на пенальти, до которых нужно дожить. И если как раз Магуайр привезет, то это будет целиком и полностью моя ошибка. Но я к этой ответственности готов. Нажимаем кнопку подтверждения и начинаем второй дополнительный тайм. Ничья 3-3. Нам нужно либо забить, либо дотерпеть. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Пять минут до конца. До лотереи, точнее.
Одна компенсированная минута. И да, это будут пенальти. Так, пенальти, потом самообладание, потом завершение. Да, потому что только так мы сможем чего-то добиться. Маркус Решфорд будет исполнять первым, далее Гарначо, после него Магуайр, потом Санчо, Линделев, Ван де Бек, Майно, Торрес, Мактоминей, Бои. И последним будет бить Георгий Мамардашвили, если до него вообще очередь дойдет. Так. Общение с командой, чтоб мне такого ляпнуть. Да. Да, успокойтесь, выберите, куда будете бить. Да, все хорошо. Но, как бы Магуайр все еще нервничает, Ван де Бек все еще опасается, поэтому давайте вот так немножко все-таки попробуем. Нет, все еще Магуайр с Ван де Беком нервничают. Это не очень хорошо. Ну ладно. Начинаем лотерею. Погнали, пенальти. Игра достойная финала. Маркус Решфорд первым у точки. На воротах Мэтт Тернер. Решфорд! Тернер отбивает. Нехорошо. Очень нехорошо. Сака против Мамардашвили. И Мамардашвили берет! Счет по-прежнему 0-0 по пенальти. Гарначо у точки. Разбег. Там. 1-0. Гарначо в этом сезоне решает. Эдегор. Эдегор против Мамардашвили. 1-1. Окей. Ладно. Хорошо. О, вот он, Гарри Магуайр. Вот он, человек-мем. И вот он забивает пенальти. 2-1. Габи Жезус. Атакующая группа, конечно, у Арсенала очень хороша. 2-2. А у нас уже третьим пошел бить пенальти центральный защитник. Джейден Санчо. 4-й удар. 3-2. Хорошо. Леандро Троссар подходит к точке против Мамардашвили. Разбег. Мамардашвили угадывает, но все равно 3-3. Виктор Линделев. На нем сейчас на самом деле очень большая ответственность. И он ее выдерживает. 4-3. Ну что ж, все подходит к чему? Мамардашвили против... Кто будет бить у Арсенала? Гранит Джака. Нужен всего лишь один сейв, Георгий. Не получилось. 4-4. До первой ошибки получается. Ван де Бек у мяча. Тернер отбивает. Вот она, та самая первая ошибка. Я подозреваю, что Арсенал сейчас забьет. Кай Хаверц. Этот человек умеет приносить победы своим клубам в финалах кубков. Это мы помним. Это мы знаем. И он это делает. Победа Арсенала по пенальти 5-4. Очень обидно упустить трофей. Но, казалось бы, есть у нас, наверное, и более важные задачи, поскольку мы все еще первые в лиге. Мы все еще играем в Лиге Чемпионов. И у нас все еще впереди старейший футбольный турнир планеты, Кубок Англии. А в Лигу Конференции мы попадем и так. Собственно, как и Арсенал, которому этот трофей нужен чуть меньше нашего. Потому что у нас-то все-таки
цели и задачи: перестройка команды, добраться до трофеев и все такое прочее. С учетом того, что Кубок Лиги все-таки был в наших руках и нам предстояла защита титула, мы с ней не справились. Но, к сожалению, так бывает. Это футбол, и это судьба трофея, которую определяет всего один матч. К сожалению, этот матч сегодня был не в нашу пользу. Я показываю вам сейчас вот это вот прекраснейшее, я даже не знаю, как назвать, но самое приличное слово, которое на ум приходит: изнасилование Лутона 8-0, с учетом того, что у нас был 71% владения мячом, а Лутон не нанес даже в сторону наших ворот ни одного удара. В общем-то, самые внимательные товарищи уже догадались, наверное, уже. Для остальных поясню. Матч состоялся 4 мая в субботу. Это был матч 36-го тура, и чуть позже, после окончания уже этого матча, свой параллельный, так сказать, матч 36-го тура АПЛ играли на выезде Манчестер Сити против Астон Виллы. И подарили нам после вот этого разгрома еще и чемпионство, поскольку на выезде они проиграли в том единственном матче, в котором от них еще хоть что-то зависело. Таким образом, я вас поздравляю, первый сезон перестройки Манчестер Юнайтед завершается победой в АПЛ. И, собственно, я вам сейчас это покажу для того, чтобы продемонстрировать, что я был не голословен. Вот, пожалуйста, я даже чуть пошире разверну таблицу для того, чтобы было видно, насколько мы вздоминировали вот здесь. И как бы 31 победа, 4 ничьих, всего лишь 3 поражения потерпели от Вест Хэма, от Арсенала и от Астон Виллы. Все 3 поражения в гостях с минимальным перевесом. То есть обидно, досадно, но ладно. Лучшая атака в лиге, как говорят англичане, by far. 136 мячей, из них бедный Вулверхэмптон, бедный Ньюкасл, бедный Лутон и бедный Фулхэм. Остальные получали, ну, плюс-минус средненько нормально. И лучшая оборона в лиге. Всего 33 мяча пропущенных, максимум мы пропустили 4 от Арсенала. Ну, там один раз у нас над ними была победа 7-2, и как бы, ну, понятно. Плюс 11 очков от Ман-Сити. Я так подозреваю, они еще и в последнем туре умудрились проиграть. Но это нас уже не сильно волнует. Да, в последнем туре они проиграли, судя по форме. А кому они проиграли? Брайтону проиграли, мам дорогая. За что, простите, боролся Брайтон? За более комфортную середину турнирной таблицы или что? Тройка вылетевших: Шеффилд, Лутон, Эвертон. У Эвертона минус 10 очков с самого начала. Если бы не эти минус 10, они бы расположились, ну, я так подозреваю, на 14 строчке вместо Борнмута, а вылетел бы Вулверхэмптон, который от нас тоже в последнем туре хорошечно наполучал. 7-0. Да, 7-0 мы их вздернули. Ну и, собственно говоря, на этом завершили довольно прекрасный сезон. Ну, хотя насчет его прекрасности, наверное, можно подискутировать по причине того, что в остальных турнирах у нас не то чтобы очень сильно хорошо получилось. Собственно, кроме АПЛ в этом году мы не выиграли ничего. Потому что в Кубке Карабао, где мы выносили всех и вся вперед ногами,
Нас в финале встретил Арсенал, который к тому моменту уже успел возглавить Диего Симеоне. И этот автобус-менеджер отоборонялся против нас 90 минут, потом еще 30, а потом выиграл по пенальтям. В факапе в четвертьфинале попали на Ман-Сити и попали на тот период, когда мы внезапно резко начали проигрывать всем подряд. Там буквально 2 поражения подряд у нас было. И 3 подряд мы потерпели как раз от Ман-Сити в четвертьфинале Кубка. Но не сказать, чтобы там прям сильно большой разгром. Мы проиграли 1-0. Там Джон Стоунс замкнул подачу с углового, и это был фактически единственный момент Сити в матче. Перед этим мы там, по-моему, проиграли Арсеналу. И сразу до этого мы проиграли ответный матч Галатасараю на выезде. С Галатасараем в 1/8 Лиги Чемпионов получился максимальный анекдот. Я не знаю, вывезет ли у меня сейчас комп или нет, поэтому пытаться особо не буду. Для тех, кто хочет, я расскажу. Мы проиграли оба матча и дома, и на выезде с одинаковым счетом 2-1. При этом очень большие вопросы к максимально идиотскому движку и судейству. Потому что в первом матче мы проиграли 2-1 исключительно из-за того, что мяч, пущенный нападающим Галатасарая, отлетел от штанги в жопу нашего голкипера Георгия Мамардашвили. И, собственно, от 5-й точки грузинского гиганта тихо заполз в ворота. На второй матч мы ехали уже, естественно, с необходимостью побеждать и все прочее. Но сначала судьи в очень тонком моменте засчитали гол из офсайда в наши ворота. А потом при счете 2-1 в пользу Галатасарая отменили наш точно такой же гол. Именно как раз же из-за офсайда. В общем-то, к судейству тоже вопросы есть. Но как бы, окей, ладно. Если бы я взял квадрупл сразу же в первом сезоне перестройки Man United, наверное, это было бы не совсем реалистично. Потому что все-таки слишком много проблем успел натворить Эрик тен Хаг за время своего, так сказать, правления на Олд Траффорде, чтобы это все так быстро разгребалось. Но в любом случае, трофей есть трофей. В следующем году мы в любом случае играем в Лиге Чемпионов и так далее и тому подобное. Но будет ли следующий год или нет, решать, разумеется, вам. По причине того, что, во-первых, времени это занимает довольно-таки много. Во-вторых, чисто в теории мы можем постараться устроить перестройку любой другой команде, там, я не знаю, взять ту же Барселону, избавиться от ее финансовых долгов, взять тот же Лион, который какое-то время шел чуть ли не последним в Лиге 1, взять там, я не знаю, чуть менее хайповые, но тем не менее известные проекты с точки зрения там в Италии есть Палермо, в Германии можно взять Шальке, но это такие вот вещи. Сент-Этьен во Франции я брать не буду, потому что этим занимается Том ФМ в британском сегменте. Кому интересно, посмотрите. Делать одно и то же с ютубером, которого я сам смотрю, но я не считаю, что это правильно. Вот. С другой стороны, он тоже делал такой ребилд на Man United в самом начале, то ли в самом конце FM23, то ли в самом начале 24, я уже не помню, но в любом случае, да, он это делал, но он это не выводил прям в какой-то большой проект, как он сейчас делает с Сент-Этьеном, поэтому, соответственно, зеленых во Франции я точно не возьму.
Вот, это что касается возможностей. Ну, естественно, я жду и ваших вариантов, потому что за всеми своими записями и всем прочим я очень мало сейчас слежу за реальным футболом. Вот, поэтому как-то так. Да, собственно, мы стали чемпионами. Будет ли что-то типа второго сезона, опять же, покажут и просмотры, и комментарии, и ваша обратная связь, просто потому что для меня это формат новый, и я уже прекрасно понимаю, что, скорее всего, этот видос, ну, я уже точно знаю, сколько у меня материала на монтаж до вот этой финальной части, и я подозреваю, что он затянется часа на 2,5. И это только один сезон. Вот. Возможно, мне стоит делать это как-то попроще, побыстрее, там, я не знаю, какими-то другими способами, но мне вот хочется так. Да, я понимаю, что на это много времени тратится, но мне по кайфу. Вот. Собственно, про тактику нашу вы знаете, я ее в течение сезона не менял, даже когда у нас пошли поражения. Вот, собственно, мы с вами в последний раз виделись, получается, вот здесь, после матча с Тоттенхэмом, когда закрылось трансферное окно. И вот здесь у нас мы начали немножко сыпаться, потому что сначала у нас было две уверенных победы, Борнмут-Брайтон с общим счетом 9-0, затем мы каким-то образом умудрились просрать Астон Вилле. Мамардашвили себя не с лучшей стороны показал, хотя мне показалось, что Тадибо, наш новичок, еще не успел встроиться нормально, поэтому как бы да. Потом последовал первый щелчок по носу от Галатасарая, потом проигрыш Арсеналу по пенальти, потом 3 поражения подряд Галатасарай, Арсенал, Ман-Сити. И после этого был фактически решающий матч сезона. Сразу же после этих 3 поражений подряд мы снова встречались с Ман-Сити, только уже дома в рамках премьер-лиги. И как раз таки, мне кажется, именно этот матч решил судьбу титула. Просто потому что мы нокаутировали горожан 5-1. И в итоге отправили их в затяжное пике, потому что они там, получается, еще пару-тройку раз проиграли. Один раз сыграли в ничью с Тоттенхэмом. Мы тоже, конечно, очков потеряли. Вот, матч с Вестхэмом прекрасен. В скобках нет, потому что уже на 14-й минуте у нас отправился отдыхать за вторую желтую карточку Мануэль Угарте. Подставил команду, но тем не менее до 58-й минуты мы держались нормально, а затем Джанлука Скамака подтвердил мое решение отправить Лиссандро Мартинеса на фланг обороны, потому что именно его он продавил в эпизоде с добиванием второго мяча в наши ворота. Вот, но концовка у нас, конечно, дай боже, 22 мяча забитых, 2 пропущенных, 2 победы по 8-0. По-моему, крупнее мы никого не обыгрывали в этом сейве, за исключением, естественно, вот этих вот френдли матчей, где по 15-0 счет, но там, извините, и уровень соперника, а тут две команды из премьер-лиги, которые суммарно от нас 16 мячей унесли с Олд Траффорда, не забив ни одного. Ну, как бы гостеприимством мы, судя по всему, не отличались. Да. Давайте быстренько по составу пройдемся, по игрокам, которые принимали участие во всем этом безобразии. Я, правда, постараюсь быстренько, но ничего не обещаю, потому что вы прекрасно знаете, как я этим обычно занимаюсь. Вот, состав. Вышли мы к составу. Два лучших игрока наших это Бруно Фернандеш и Маркус Решфорд. С Бруно Фернандеша нам предлагают начать, но он чуть-чуть повыше стоит все-таки по рейтингу способностей и потенциала. Без проблем, давайте с него начнем и быстренько по всем пробежимся. В общем-то, да, Бруно, открывайся. У меня комп уже закипает потихонечку. Да.
Собственно, Бруно Фернандеш, наша основная десятка, это просто шедеврально. В каком-то моменте мне пришлось его на правый фланг атаки ставить, вот как раз когда Угарте удалился в матче с Вестхэмом. Вот. А так у него 45 матчей в старте, один выход на замену, 28 плюс 26. Это 54 голевых действия за сезон. Чаще, чем раз в один матч. Разумеется, 7,6 средняя оценка. Это адский вклад в наши итоговые свершения. Поэтому никаких вопросов относительно того, остается он или нет. Хотя им интересуется Аль-Хиляль. И он может, в принципе, повестись на большие деньги, как это сделал в начале-середине сезона Варан. Но я надеюсь, что все-таки ума у него хватит поиграть еще в Лиге Чемпионов. Дальше. Алехандро Гарначо. Golden Boy. Второе место в Next Gen. Что касается игры, 38 матчей в старте, 6 выходов на замену, при этом в основном играл центр-форварда он у нас, и сыграл таки достаточно хорошо. 18 плюс 6 насобирал, средняя оценка 7,12, но в концовке сезона немножко подсдал. И вот то, что у него сейчас средняя оценка за последние 5 матчей 7,12, это он в основном выходил на замену, потому что у него была 6,56, по-моему, как раз таки после Вестхэма или что-то еще такое. И на его место вышел Антони Марсиаль. Наш Хрустальчик, кстати, тоже удивил своей результативностью и тем, сколько он вообще, в принципе, за этот сезон сыграл. Ну да ладно, Гарначо великолепен, ему всего только еще 19 лет. Поэтому он, я думаю, будет развиваться дальше. Молодежь я потом отдельно покажу, кто как развивался, если у кого-то что-то там приросло. Да, Дэниел Гор. Все-таки отправил я его в аренду, вопреки, наверное, каким-то своим принципам, но в Эредивизии, в Утрехте он смотрелся, ну, не сказать, чтобы сильно плохо. Хотя всего одна голевая передача за 17 матчей. Ну, правда, его и использовали как опорника. В каком месте он опорник, я, если честно, не вижу его опорником. Он должен играть десятку. Но либо край в центре полузащиты, но у меня центра полузащиты нет. Дин Хендерсон внезапно под конец сезона умудрился встать в рамку, потому что Мамардашвили тоже начал пускать бабочек. И наш откровенно запасной вратарь умудрился в 8 матчах сделать 4 сухаря, в остальных 4 матчах пропустил 6 мячей, 1,5 мяча за матч. Ну, не так уж, чтобы и сильно плохо. Могло бы быть, конечно, и лучше, но, скажем так, для кипера, который весь сезон сидел пригвожденный к лавке Олд Траффорда и других стадионов Англии и в целом всего мира, ну, как будто бы довольно неплохой результат. Тем более под самую концовку, когда вот именно была финишная прямая борьбы за чемпионство. По сути, он нам это чемпионство и отстоял. Том Хаддлстон, 37-летний играющий тренер молодежки, естественно, у нас на поле не выходил. Контракт заканчивается, продлевать его, естественно, не буду. Ши Лейси, ирландский вундеркинд, которым я восхищался в самом начале сезона, потому что у нас Антони был травмирован, и как раз-таки Лейси вместо него выходил. У него были свои шансы, затем выздоровел Антони, после этого к нам еще приехал Арда Гюлер, и как бы ирландец уже на поле особо не выходил. Тем не менее, потенциал у него все еще сумасшедший, стоит он все еще хороших денег. И я думаю, что там условно, если Бруно Фернандеш уедет, то в центре десяткой будет играть, скорее всего, Гюлер, а у Лейси будет возможность попытаться вытеснить Антони из стартового состава. Но это на случай, опять же, если следующий сезон вообще будет.
Пока просто фиксируем информацию. Виктор Линделев, им, кстати, тоже интересуется, Ювентус причем. Ну, за 56 миллионов 29-летнего центрального защитника можно было бы отдать. Тем более, что человек попал тупо в ротацию, 20 матчей в старте, 18 выходов на замену. Даже так умудрился где-то насобирать 2 мяча и 3 голевых передачи. Со средней оценкой 7.02. Так что вполне полезным человеком оказался. Внимание, гусары молчать, Харри Магуайр, которым интересуется Вулверхэмптон на трансфер. Но чисто в теории за 25 мультов я им его отдам, потому что нафиг он мне не сдался. Выходил он так же часто, как Шилейси. Но при этом он умудрился забить голы даже не в свои ворота. Со средней оценкой 7-10. Ну, да, в итоге мы не получим даже близко тех 93 миллионов, которые в свое время за него Лестеру отдали. Но, по крайней мере, зарплатную ведомость немножко разгрузим, потому что, извините, получает он, конечно, очень даже нехило. На такую зарплату я могу подписать аж 2 игроков, причем довольно добротных. Коби Майно, воспитанник Манчестер Юнайтед, который потихонечку подтягивается к основе и уже умудрился набрать 15 матчей в старте, 11 выходов на замену и 5 плюс 4 по голевым действиям. Средняя оценка 7.23. Как для 19-летнего опорника, разыгрывающего, больше центральный, он, конечно, полузащитник такой. Ну, собственно говоря, никаких претензий относительно того, как он выглядит, у меня нет. Да, и опять же, максимально внимательные люди заметили, что он у меня один раз вышел правым атакующим полузащитником. Это был единичный случай, когда мне вообще некого было с лавки поднимать, а Антони менять надо было. В итоге Коби Майну там вышел и, как видите, очень даже неплохо смотрелся. На постоянной основе я так делать, конечно же, не буду. Георгий Мамардашвили, новичок команды, который пришел в рамках перестройки как раз-таки на позицию голкипера. 48 матчей в старте, 20 сухарей, то есть 28 игр он пропускал, и в них он пропустил 44 мяча. Ну, как будто бы в среднем он пропускал даже больше, чем Хендерсон. С одной стороны, парню 23 года, мы его купили за 62 миллиона. Он все еще может вырасти, с другой стороны он боится больших матчей, а больших матчей в ВПЛ и в Лиге Чемпионов будет ой-ой-ой как много. Поэтому как будто бы, если к нему будет интерес, то продать его за условных лямов 90 я абсолютно не откажусь и куплю кого-нибудь еще. Потому что, ну не сказать, чтобы сильно он меня впечатлил, правда. Антони Марсиаль, знаменитый французский хрусталь, который лежит на полке на Олд Траффорде и время от времени пытается выйти на поле, ломает себе все конечности сразу и отправляется отдыхать до следующего сезона. 16 матчей в старте, 8 выходов на замену, насобирать успел. И при этом, при всем... 11 мячей забил и 4 голевых передачи отдал. Средняя оценка 7.21. Я ему даже контракт продлил. Правда, на год всего, но как будто бы пока что заслуживает. Ну, правда, по текущим потенциальным способностям не то чтобы уже. Может быть, его стоило бы и слить. Но, опять же, кому он нафиг нужен со своими заскоками в больничку. Лиссандро Мартинес. Решение поставить его слева в обороне свои плоды полностью оправдало. 40 матчей в старте, 5 выходов на замену, 3 плюс 7 насобирал и 7.20 средняя оценка. Да, может быть не самый быстрый защитник в мире, но при всем при этом слева играет шикарно. И... Опять же, вспоминая последний проигранный матч с Вестхэмом, в центре обороны ему делать нечего. Его там продавливают. Так что, да, при мне он будет левым защитником. Ну, может быть, еще в опорную зону я его буду выпускать, не знаю. Посмотрим.
Скотт Мактоминей, шедевральный товарищ, который постоянно выходит с замены и постоянно творит нечто, от чего шерсть на жопе дыбом встает в хорошем смысле слова. 9 матчей в старте, 27 выходов на замену, в которых насобирал 7 плюс 6 и среднюю оценку 7,13. Но вроде бы не самые выдающиеся технические скиллы, однако менталка и физика свое дело делают. При том, что он даже до уровня основы команды не дотягивает, со своими обязанностями он вполне себе исправно справляется. Судя по всему, я тут тавтологии набрал. Факундо Пелистри уехал в аренду в Удинезе. Довольно неплохо съездил, кстати. Но мне кажется, мы его все-таки продадим. Дальше. Маркус Решфорд, вице-капитан команды. Однозначно один из лучших левых нападающих в мире. Потому что, 41 матч, 8 выходов на замену, 29 плюс 16, 7,56 средняя оценка. Это просто убойнейший инсайт. Человек, который в этом году наряду с Бруно Фернандешем тащил Юнайтед на себе и заслуженно носит на спине 10 номер. Хамес Родригес приобретался чисто поржать, грубо говоря, да, потому что все-таки он был бесплатный, у него левая нога, он кое-что умеет. В последний день летнего трансферного окна нам его предложили. И как будто бы за бесплатно с зарплатой 36,5 тысяч он особо команду не отягощал. Да, я, конечно, надеялся на то, что сыграет он больше, но в итоге за весь сезон он вышел один раз на замену на среднюю оценку 6,9, поэтому логично, что он хочет уйти по окончании контракта. Может быть, мы даже кому-то его и загоним миллионов за 10. Джейдон Санчо, не сказать, что прям ренессанс пережил, но 15 матчей в старте, 21 выход на замену, 8 плюс 9 и средняя оценка 7,06. Для игрока, которого пришлось обратно в Дортмундскую Боруссию возвращать, чтобы он вспомнил, как в футбол играют, как будто бы довольно-таки неплохо. Я имею в виду, в реальной жизни пришлось в Боруссию возвращать. Люк Шоу, еще одно британское на сей раз стекло. 15 матчей в старте, 14 выходов на замену, гол и 6 голевых передач со средней оценкой 7,13. Хотел зараза свалить. Хочу в новый клуб, хочу новый вызов. Пришлось его оставлять обещанием выиграть премьер-лигу. Ну, что вы думаете? Премьер-лигу мы выиграли, так что придется, братан, отрабатывать по полной. И сидеть на лавке под Лиссандро Мартинесом. Жан-Клер Тодибо приехал к нам на замену Рафаэлю Варану. Потратили мы на него 76 мультов. В цене он все-таки вырос. Теперь он стоит больше сотки. И в принципе есть за что платить. 1,90 м с шикарным прыжком, силой и игрой головой. Я уж молчу про опеку, отбор и все прочие необходимые скиллы для центрального защитника. 20 матчей в старте, уверенный игрок основы. Даже умудрился забить гол. Средняя оценка 7,01. Элитный, между прочим, центральный защитник. Да. Пау Торрес, еще одно приобретение этого сезона. И это то, что я называю попали в яблочко. Нам нужен был левоногий центральный защитник. Бонусом мы получили просто убойную угрозу на угловых. 41 матч в старте, 2 выхода на замену, 15 забитых мячей. У нас половина форвардов меньше забило. И голевая передача. Средняя оценка 7,37. Безоговорочный лидер обороны Ман Юнайтед, с учетом того, что Варан уже полгода как уехал.
Мануэль Угарте. Еще одно свежее приобретение. Опорник-разрушитель, который все-таки с креативной точки зрения тоже себя проявил. 40 матчей в старте, 6 выходов на замену, 9 плюс 8 насобирал, средняя оценка 7,17. Ну, как будто бы не промахнулись с ним. С точки зрения того, чтобы... Опять же, взяли за 55 миллионов, сейчас он уже стоит больше 120. Ну, тут очевидно, то, что Угарте прям на месте. Донни Ван де Бек, которого я хотел продать и все еще хочу продать, все-таки немного нам помог. 10 матчей в старте, 16 выходов на замену, 7 плюс 8 собрано, средняя оценка 7,26. Ну, как будто бы вполне себе неплохо. Но все же 1,22 я за него попробую выручить. Потому что у меня Гюлер есть, Гор возвращается из аренды. Там, даже тот же Санчо может десятки сыграть. Так что необходимости в Ван де Беке я, если честно, особой не испытываю. Аарон Ван Биссака, или как его еще называют, Ван Бистяка. Единственный игрок в FM24, у которого отбор 20. Если вы вдруг были не в курсе. Вполне неплохо справился с ролью второго правого защитника. 12 матчей в старте, 18 выходов на замену, гол, 9 голевых передач и средняя оценка 7,2. Да, у него, конечно, контракт на важного игрока, и он этим обеспокоен, но возможно в следующем сезоне ситуация поменяется, потому что сейчас я по сравнению с составом вижу, что он стал чуть-чуть получше, чем Диого Дало. Возможно, следующий сезон, опять же, если этот самый следующий сезон будет, Ван Биссака начнет в старте. А там дальше уже дело будет за ним. Брэндон Вильямс. Абсолютно ненужный человек, кроме того, чтобы заполнять нормы регистрации по доморощенным игрокам. Один раз вышел в Кубке Карабао на 7,5, и больше его на поле никто не видел никогда. В общем-то, да. Антони. Человек-мем, который в реальной жизни, опять же, которого чуть ли не за сотку взяли из Аякса, в этом сезоне, по крайней мере в ФМ, оказался крайне полезен. 44 матча в старте, 3 выхода на замену, 15 плюс 19 и средняя оценка 7,41. Иногда кладет такие шедевральные банки, что диву даешься, почему он так в реале не умеет. Очень даже неплохой правый инсайт у нас есть. Единственный минус — подменить неким пока что. Ну, хотя, с другой стороны, есть молодежь, но молодежь — это тоже вещь непостоянная. В общем-то, к молодежи переходя, Арда Гюлер, который к нам приехал в этом году, после того, как от нас уехал Кристиан Эриксон, и мне нужен был... Ну, точнее, я мог потратить деньги с Эриксона на какого-нибудь, на какую-нибудь толковую десятку. И, как мы уже говорили, мы начали с предсезонной подготовки, с тех трансферов, которые к тому моменту уже произошли, но уже без апдейта. То есть Гюлер был в Фенербахче, для тех, кто забыл начало видео или просто его не смотрел. В общем-то, выглядит он вполне себе шикарно, и как для молодого игрока ротации уж очень даже хорош. 10 матчей в старте, 8 выходов на замену, 7 плюс 6 насобирал, средняя оценка 7,22. Я думаю, в следующем сезоне у него появится гораздо больше возможностей проявить себя. Вундеркинд, опять же. Эрик Баи. Человек, который тоже, скорее всего, отправится в освояси, а может быть даже и не за деньги, потому что контракт у него заканчивается, и переподписывать я его не хочу. 1 матч в старте, 8 выходов на замену, голевая передача, и даже до семерки среднего рейтинга не дотянул, хотя казалось бы. Но с другой стороны, я им дырки затыкал. Как бы такая вот незавидная судьба у Эрика. Нейтан Бишоп, это у нас вратарь, 24-летний, который вообще резервист, у которого настолько способностей нет, что я его пытался продать, но он все еще никуда уйти не может. Казимиро.
нужны ли какие-то, скажем так, вопросы относительно этого товарища? С учетом того, что ему уже 32, мы все еще можем перепродать его дороже, чем купили у мадридского Реала, если вдруг появится интерес. А так, непререкаемый игрок старта, 41 матч, собственно, в основе, 5 выходов на замену, 10 плюс 10 насобирал с позиции опорного на среднюю оценку 7,16. Один из непререкаемых лидеров команды. Диогу Дало, правый защитник, вроде бы ничего особенного, но основной правый защитник, 43 матча в старте, 5 выходов на замену, 3 плюс 7 насобирал и средняя оценка 7,12. И не сказать, чтобы он так уж плох был в обороне, ну вот честно. Очень даже неплохо он выглядит. Им кто-то даже интересуется. Ага, Челси. Хрена вам на воротник. Энтони Иланга. Непонятно, с чего бы он такой перспективный, потому что, ну да, скиллы вроде бы неплохие, импровизация, быстрый. Но нынешнему, по крайней мере, моему Манчестер Юнайтед он не нужен. 2 матча в старте, 1 выход на замену. Да, гол плюс голевая, да, средний рейтинг 7,17, но дальше он развиваться не будет, а висеть на лавке со своим контрактом. Ну, лучше пусть принесет мне в трансферный бюджет еще миллионов 25, то мне выдали всего 80 на следующий сезон. Ну вот, собственно, мы к Бруно Фернандешу и вернулись. Какие-то статистические выкладки, наверное, мы тоже с вами сейчас быстро посмотрим, потому что, ну, как будто бы это иногда тоже важно. Даже не то, что иногда важно, а просто тупо интересно. Детализацию по команде сразу включим, для того, чтобы быстро найти, где мы первые. Верховые единоборства мы выигрывали неплохо. Ну, Пау Торрес, добрый вечер. Желтых карточек больше всех насобирали, 95 штук, с большим отрывом от Лутона, идущего вторым. Мы просто зверски выжигали все на своем пути. Больше всего очков за игру, естественно, 2,55, более чем чемпионский график. Ну, судя по темпам набора очков, на чемпионство изначально претендовали только 4 команды. К моменту нашей очной встречи с Ман-Сити, которая закончилась 5-1, реальных претендентов было только 2. По форме не у нас, матчи подряд понятно. 31 матч подряд с забитыми голами, тоже абсолютный рекорд у всех, у кого только может быть. Так, минуты с последнего гола, ну тут мы точно, если и первые, то с конца, но вторые, Вест Хэм еще. Атакующие характеристики. Ну, опять же, лучшая атака лиги как в общих цифрах 136 мячей, ближайший преследователь Ливерпуль 93, так и в среднем 3,58. Настреляли на 28 мячей выше ожидаемого, потому что ожидаемо было 108 мячей, без пенальти 101. Ну и даже по показателю ожидаемых за 90 без пенальти мы все равно первые. Так что, ну, по 8 пенок исполнили с Ливерпулем, и по 7 из них забили. Стабильность – признак мастерства. По точности навесов не первые, но зато по количеству их тоже довольно-таки вперед ушли, 206 штук. 20 мячей после угловых, тоже, ну, как будто бы для этого... Ну, точнее как, не то, что прям совсем для этого Пау Торрес покупался, да, мне все-таки был больше нужен левоногий центральный защитник для выхода из-под прессинга, но то, что он натворил в лиге, это, конечно, прям до свидания. Со свободных 10 мячей забито, тоже первое место. 91% точных передач, нет, это Ман-Сити, простите, я увлекся немножко. 258 голевых моментов явных создано. Ближайший преследователь Ливерпуль 210 штук. Больше всего ударов по чужим воротам с огроменным отрывом. Также в створ. Ну, естественно, точность немножко пониже. Но зато реализация 17%. То есть убийственно.
За игру понятно. При том, что у нас с отрывом больше всего желтых карточек, против нас фалили также больше всего, 537 раз. Также 790 обводок, на 100 больше практически, чем у Ливерпуля. За игру понятно то же самое. Бегаем очень много, гораздо больше, чем Ньюкасл со второго места. Больше всего передач в финальной трети за игру. 115 штук, больше сотки выбил тоже только Тоттенхэм. Даже Ман-Сити с Ливерпулем выбили меньше. По обороне, опять же, лучшая оборона лиги, 33 мяча. По ожидаемым не самая лучшая, но вторая с конца окей. С угловых почти меньше всего пропустили. Третья строчка. Со штрафных было один разок. Со свободных аж 4 раза пропускали. 18... нет, стоп. Опять Сити. Ну, сейчас времени уже почти 4 утра, поэтому естественно, что я начинаю немножко заговариваться. 675 фолов. Ну, кто бы сомневался. Чаще всего возвращали себе владение мячом. На втором месте внезапно Борнмут. Что еще интересного? Пасы соперника на оборонительные действия. Это вот интенсивность прессинга. Где там Ливерпуль Клоппа? Ах да, на 6-й строчке даже в топ-5 не попал. Средняя посещаемость выше всех. Ну, с огромнейшим отрывом опять же. Только мы и Брентфорд собрали по 19 аншлагов. Ну, Брентфорд понятно, туда ходили все не на Брентфорд. Максимальная посещаемость опять же у нас. И при этом мы даже не больше всех потратили на трансферы. Это что касается общекомандной статистики. По игрокам, я думаю, мы тут еще быстрее пройдемся, потому что больше всего выиграл матчи Бруно Фернандеш, 28, единоличный лидер, так сказать. Также единоличные лидеры, топ-3 по желтым карточкам. Лиссандро Мартинес, Диого Далой, Казимира. Отрываем ноги по кайфу. Игроки матча не наши. Все вот это вот дальше. Средняя оценка, лучший игрок лиги в принципе Бруно Фернандеш, 7,6 за сезон. Причем вслед за ним идут еще трое наших: Решфорд, Торрес и Антони. Лучший бомбардир Решфорд чуть-чуть не дотянулся до Дарвина Нуниса и Эрлинга Холланда, но учитывая, знаете, то, что они все-таки выдвинутые форварды, а Решфорду еще с фланга надо прибежать, как будто бы результат неплохой. По XG Бруно Фернандеш на третьем месте, а вот сверх нормы больше всех назабивали Решфорд и Торрес. Дальше по ударам Эрлинг Холланд и Бруно Фернандеш. Ну, сравните процент реализации, я думаю, тут все понятно будет. Процент ударов в створ. До свидания. Ну вот, кстати, самая лучшая реализация в лиге у Марсиаля. 50%. 16 ударов, 8 мячей. Как этот Хрусталь так делает, я не знаю. Так, что еще? Ну, 124 гола было забито Ман Юнайтед при Бруно Фернандеше на поле. Это не особо интересно. Голевых пасов больше всего раздал с огромным отрывом Бруно Фернандеш, 23 штуки. Дальше по 14 штук отдал аж 3 человека. Среди них наш Антони, еще Рахим Стерлинг и Габриэль Мартинелли. Еще Трипьер. То есть аж 4. Вот. Ключевых передач опять же больше всего сделал Бруно Фернандеш, 132 штуки. При открытой игре этим занимался Антони, причем на третьем месте внезапно Казимира, как опорник. По созданию моментов, опять же, Бруно Фернандеш, 42 штуки, тоже абсолютно логично. Так, дальше. Ожидаемые ассисты Бруно Фернандеш, понятно.
Ожидаемые передачи при открытой игре. Антони все еще на первом месте, но теперь он его делит с Джоном Магином из Астон Виллы. Голевые моменты за 90 также Фернандеш. Все логично. Что у нас тут еще? Точных навесов за 90 минут. Опять же, больше всего делал Бруно Фернандеш, но, извините, он еще и угловые подает. Это тоже считается. Больше всего точных передач у Аканджи. Так, больше всего бегал в среднем за матч Мануэль Угарте по количеству. Почти 23,5 спринта за матч. Так, обостряющие передачи это не к нам. Так, да. Пропущена командой. Здесь наших в оборонительных навыках наших игроков, скорее всего, нет. По вратарским Мамардашвили, кстати, делит первую строчку по минимальному количеству пропущенных мячей с Эдерсоном. Причем он их пропустил всего за 30 матчей, а Эдерсон за 32. Так что в теории у Эдерсона должно быть чистое первое место. Сухарей Мамардашвили третий. Впереди Алисон и Эдерсон. Так, ну и больше, наверное, ничего. Вот такой вот сезон перестройки Манчестер Юнайтед у нас получился. Заранее всех поблагодарю за просмотры, потому что я предполагаю, что это видео быстро выйдет в топы, по крайней мере, на моем канале, а может быть даже и в тренды попадет. Не знаю. Буду надеяться. В общем-то, что я от вас, дорогие зрители, хочу. Во-первых, понятное дело, что лайки, комментарии, подписки, колокольчики, это вы и так знаете. Больше я к этому видео хочу именно комментариев. По причине того, что мне нужно понимать. Мы продолжаем работать с Манчестер Юнайтед. Там, условно, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й сезон, там, я не знаю, до молодежи добраться. Или делаем этот же формат, но с другими клубами. И если с другими, то с какими? Плюс еще принимаю пожелания по формату, в принципе, вот этих серий, потому что понимаю, что 2,5-3-часовые видосы никто особо смотреть не будет. На фон под какую-то деятельность, я думаю, включить можно, но я слишком реалист. Вот, поэтому, скорее всего, я думаю, у вас какие-нибудь замечания по формату будут. Может быть, меньше матчей показывать, меньше трындеть, например, про игроков там, или про что-то еще. Принимаю любую конструктивную критику. Потому что просто написать серия говно и автор, представитель нетрадиционных сексуальных меньшинств, это каждый может. Да. На этом наше видео длиной хрен его знает сколько хронометража, но по времени записи практически 2,5 месяца это все тянулось, ввиду того, что основные серии записывать тоже надо, свободного времени крайне мало, но что-то новое делать все равно хочется, поэтому вот, да, плоды трудов моих. На этом мы заканчиваем. Всем огромное спасибо за просмотры. С вами был Ларс. Увидимся либо в следующем видео по перестройке, либо в нашей любимой карьере вокруг света, ссылочку на которую я оставлю и которая, скорее всего, сейчас будет у вас на экране. Все, еще раз всем огромное спасибо и до скорых встреч в эфире.